Катаны, мы сегодня будем говорить, через неделю, еще через 2 недели, про распределенный ML и распределенное обучение в целом. И это не про то распределенное, где у вас распределение вероятности, это когда у вас много компьютеров, и они в разных местах, между ними какие-то нетривиальные сети, вы пытаетесь их заставить решать одну задачу. Звучит как что-то очень страшное из этого, из Скайнета, которое нужно типа 1,5 человекам в ЦЕРНе или кому-нибудь еще такому странному. На самом деле штука довольно бытовая. Если вы даже ничего не знали про распределенность, наверняка вы где-то уже сталкивались в торчке с какими-то вычислениями, где у вас есть несколько рабочих, которые параллельно чего-то делают. Кто-нибудь в голову приходит? DP, сейчас еще доползем. Что-то еще проще, даже если у вас один, не знаю, если это Jupyter тетрадка. Да, дата-лодери или какие-нибудь, я не знаю, в Склерне есть равно Forest and Jobs, равно что-нибудь. Короче, параллельные, распределенные и вот эти вот разные вычисления в бытовых масштабах более-менее вас, в общем, с вами ходят с самого первого дня в шаду. Это какой-то довольно жизнеутверждающий график, как XGBoost учится быстрее от многих ядер. Давайте, наверное, не буду позориться и сразу перейдем к нейронкам. Нафига вообще уметь что-то делать параллельное, распределенное в быту? Если вы обучаете модели уровня, ну, там, более-менее сотового, что в зрении, что в речи, что в НЛП, особенно в НЛП, вы, скорее всего, сталкивались более-менее с двумя основными проблемами. Первое. У вас есть модель, скромная такая модель, но вы хотите ее обучить на терабайте данных. И на одной даже самой мощной видеокарте, слайд был самой мощной видеокартой 3 года назад, так вот, на одной даже самой мощной видеокарте это будет занимать что-то типа 500 лет. За это время вас обгонят ваши конкуренты, у вас закончится фандинг, вы умрете смертью не храбрых, а вполне себе слоупоков. Вот тут есть прикольный график, где даже Берт Ларш, да, это Берт Ларш, внизу, видно ли курсор, а курсор не видно. Нифига же не видно, да? Блин. Я сейчас что-нибудь сделаю, еще починится. Курсор, смотрите. Короче, Берт Ларш, который изначально обучался чуть ли не месяцы в исходной задаче на относительно современных ГПУшках, на одной ГПУхе учится 2 недели, а если вы используете распределенные вычисления на нескольких серверах, то вы можете эти 2 недели скоротить до 1 часа. Ну и, наконец, последняя проблема, которая стала актуальной вот буквально совсем недавно, это тоже булшитный график из 2019-го. Модели, особенно в НЛП, в зрении, в речи, с каждым новым годом что-то все растут и растут. Вот тут есть срезка справа сверху график, где по годам какие-то знаковые модели в НЛП. Можете заметить, что на 2019 год самая большая модель Megatron LM, я не знаю, видно ли это, вот это вот справа сверху, пацан, вот у него 8 с чем-то миллиардов параметров. Как вы думаете, какая самая большая модель на сейчас из тех, которые открыто доступны? GPT-3, 16? Так, GPT-3. Этот ответ очень близок, но он неправильно аж по 2 критериям. Bloom. Не открыто доступна и даже не Bloom. Короче, она не открыто доступна и она не самая большая. Короче, сейчас есть очень большие модели. Ялм 100 миллиардов параметров, Bloom 176, ОПТ. Самая большая из тех, которые мне известны, это Switch Transformer на 1,3 миллиарда параметров, которые вы можете загуглить ключевыми словами Switch Transformer 1.3T, где... Да, триллиона, конечно же, миллиарда неинтересно. Короче, модели становятся большими, данные становятся большими, и для того, чтобы за разумное время поставить у себя эксперимент в науке или обучить модель на работе, вам нужно, ну, либо научиться сворачивать временной континуум и умещать 2 недели в один день, либо учиться распределять ваши вычисления по куче серверов или хотя бы по нескольким видеокартам на одном сервере. И вот ровно этим мы с вами сейчас и будем заниматься. То есть первый сценарий, у вас есть довольно на разумных размерах модель, но очень-очень много данных, вы хотите ее обучать. А второй сценарий, у вас есть огромная модель, вы ее хотите хотя бы даже предобученную как-то заиспользовать. И желательно не со скоростью тектонических плит, а так, чтобы это можно было использовать в каком-нибудь продакшене или для экспериментов в вашем ресерче. И делать мы это будем за счет того, что будем брать много-много армию машин и заставлять их как-то между собой делить эту задачу на кусочки, чтобы вместе у них получалось быстро, много, эффективно обучать.
Второй дисклеймер. Мы будем говорить сейчас с вами про распределенность, то есть про вычисление между компьютерами. Вообще говоря, когда у вас компьютеры общаются, они используют довольно большой пласт знаний, как устроены сети, как типа правильно передать информацию между компьютерами, про TCP, про даже просто Unix-пайпы. Полезно знать, что они могут быть в одном процессе вычисления, могут быть в разных процессах. Короче, там есть много тонкостей. Вот мы сейчас в этом курсе будем пытаться от них всех абстрагироваться. Покажу, почему они важны, но вообще в целом хочется узнать такие, мы сейчас с вами будем пытаться строить такие алгоритмы, которые будут работать и распределенно на разных CPU, и на разных серверах, у которых есть свои CPU, и на разных GPU на одном сервере, и на гугловых ТПУ, и на ТПУ подов в разных регионах. Хочется какие-то общие алгоритмы, общие абстракции, которые вы потом сможете применить, когда вам это, надеюсь, пригодится, я не знаю, может, через 2 года, а может быть и сразу, и к тому моменту вы будете работать на уже другом железе, у которого будут уже какие-то другие технические приблуды. То есть хочется узнать какие-то абстракции, которые с хорошей вероятностью переживут конец этого курса хотя бы. Ну и у нас будет 3 лекции про это. Сегодня будут такие общие, что ли, ну, вообще в целом модели распределенных вычислений, общие спички и желуди, из которых строятся уже более продвинутые алгоритмы. И разбирать мы их будем на классических алгоритмах, то есть на примере лог-регрессии, на примере Word2Vec. Через неделю поговорим про тот самый ДДП, про самый простой способ, как в торче учить распределенный BERT, распределенную диффузию, вот то, что вы делаете в 90% задач, если у вас есть сервер с несколькими GPU. И, наконец, через 2 недели поговорим про обучение и файн-тюн и применение огромных моделей, которые на одну GPU просто не влезают. Вот эти вот странные слова model parallel, data parallel, они все имеют смысл в процессе сегодняшней лекции, которая вас как раз с азами познакомит. Так, что-то я слишком много тараторю. Смысл какой? Полезный скилл номер раз из текущей недели. Знать вообще, что там, зачем, как можно параллелить и какие выборы от вас при этом требуются, когда имеет смысл один вариант, когда другой, когда вообще не стоит. Через неделю скиллы для того, чтобы распараллелить. Ну, вот такое стандартное обучение. Возьмите любую лабу из НЛП или из зрения, научитесь ее считать в 4 раза быстрее на, скажем, там, 8 GPU. И через 2 недели это особая номинация «Что делать, если вы скачали модель, которая больше, чем ваша GPU, а работать как-то хочется». Пока примерно план понятен. Есть ли какие-нибудь, может, заявки, про что-то очень хотелось конкретное? Может быть, вы такие уже знаете, например, все про ДДП и хотите подробнее узнать про какие-нибудь конкретные. Аудитория молчит, я надеюсь, что я не всех потерял. Давайте по ходу сейчас поймем, кого я потерял. Сегодня, как уже сказал, будут азы. Я даже сейчас чуть-чуть замедлюсь, возможно, в этом была проблема. Сегодня будут азы, и мы с вами попробуем распределить какой-нибудь алгоритм, такой, знаете, типичный неинтересный алгоритм, чтобы понять какие-то общие правила. И типичным неинтересным примером у нас будут word-эмбеддинги. Некоторое предупреждение. Мы будем разбирать word-эмбеддинги не потому, что есть особые алгоритмы параллелизма для word-эмбеддингов, а потому что на их примере можно понять общие принципы. Эти же общие принципы вам потом пригодятся в распределенной лог-регрессии для рекламы, в распределенной СВД для рекомендации и в распределенных нейронках, когда мы это чуть-чуть причешем через неделю. Ну так вот, word-эмбеддинги. Кто-нибудь вообще какие-нибудь знает алгоритмы, которые выучивают word-эмбеддинги сами по себе? Word2Vec. Кто там есть, кроме Word2Vec? Посттекст, кстати. Ну, Bag-of-Words — это один способ обучения Word2Vec считается. Короче, есть много разных word-эмбеддингов. Общий их принцип такой, что они работают с корпусом слов просто, с текстами, без разметки. Они учат таблицу векторов слов, и они ее учат для того, чтобы потом эти вектора слов использовать либо как фичи, либо для того, чтобы анализировать сами слова. Они, короче, берут, учат вектора слов, а потом делают с ними какой-то НЛП. У нас сегодня не НЛП. Просто эмбеддинги. Сейчас разберем пример. Линейное преобразование где-то... Вот эта вот штука. Ты про это линейное преобразование? Нет, я помню, там какое-то линейное преобразование было эмбеддингом. Сейчас разберем пример модели, возможно, будет проще. Так вот, взяли проблему word-эмбеддингов. Давайте для начала, прежде чем мы начнем параллелить, просто вспомним все эти формулы, откуда они берутся. Это слайд из курса Лисюны, как вы, наверное, уже заметили.
Что вообще делают в word-эмбеддинге? Все примерно word-эмбеддинги пытаются в той или иной форме приблизить вот такую матрицу совстречаемости. Это такая матрица, в которой строчек и колонок столько, сколько у вас слов. А значение в строчке в колонке – это количество раз, когда какое-то слово «и», ну, слово «w» встретилось в одном, скажем, предложении со словом «c». Или встретилось на расстоянии 5 слов со словом «c». Вот оказалось, что если эту матрицу разложить, то на выходе получаются красивые, полезные word-эмбеддинги. Вот вы можете такую матрицу либо построить, либо как-то умозрительно держать, просто алгоритмически ее приближать. И для того, чтобы обучить word-эмбеддинги, например, вы можете эту матрицу приближать, ну, скажем, по MSE. Здесь один из алгоритмов word-эмбеддинга в главе. Что он делает? Вы берете, о, господи, где мой курсор? Вы берете значение совстречаемости слов и пытаетесь его приближать по MSE, вот оно MSE, какой моделью? Логарифм совстречаемости слова должен быть примерно как? Скалярное произведение вектора одного слова на другое слово и плюс какие-то базовые частоты. Вот эти вот b – это типа базовая частота левого слова, базовая частота правого слова. Вот эти самые логарифмы вы приближаете по MSE, но MSE вы еще и взвешиваете весами, которые НЛПшники подобрали для того, чтобы минимизируя лосс, вы получали на выходе хорошее качество. Итого, у вас есть модель, в которой есть какие-то обучаемые вектора, какой-то лосс, и процесс обучения более-менее сводится к тому, что вы этот лосс минимизируете по одному градиентному шагу за раз. Пока все норм, да? В голове как в голове. Если забыть, задушить себе все НЛПшное и попробовать посмотреть на этот в голове как на вычислительную задачу. Что это вообще такое? У вас есть итеративная процедура, СГД, которая на каждом шаге выбирает какие-то пары ИЖ, левое слово, правое слово, считает совстречаемость их слов или берет ее из таблицы, из матрицы, а дальше считает функцию потерь, где курсор считает функцию потерь, считает градиенты, делает шаг СГД, получает новые веса, повторяет до посинения. Пока все норм, да? Ну и обучаете вы в этой формуле что? Какие у вас вообще обучаемые параметры? Что вообще такое V? Сколько там чисел? Да, то есть у вас есть матрица V, в которой есть для каждого слова embedding size чиселок. И еще есть вектор B, в котором для каждого слова есть одно число, его базовая встречаемость. Еще бывают вариации, когда у вас две матрицы. Нам сейчас хватит одной за глаза. Так вот, есть вот такой прекрасный процесс итеративный. Мы сейчас будем его по-всякому параллелить, но прежде чем мы начнем его параллелить, давайте, пока мы не ввели еще формальностей, процессов, потоков, вот если бы вам в быту нужно было как-то это распараллелить, что бы вы сделали? То есть как такое параллелить, ну, если не пытаться думать об этом как о науке, а просто вот задачу решать? Вот у вас есть, например, один локальный компьютер, в нем есть там 8 ядер. Ну, по парам можно. По парам это как? Можно вычислять расстояние для разных больших, потому что градиенты. Вы предлагаете, вы сейчас мыслите как, ну, как кандидаты наук, черт подери, как давайте выпишем страшные формулы, которые приблизят примерно градиент. Давайте еще проще. Мы можем, не меняя математику, не меняя формул, здесь что-то как бы что-то считать быстрее, чем циклом по всем этим ядам. Ну, например, как бы, знаете ли вы какой-нибудь способ скалярное произведение на практике в питоне посчитать несколько ядер? Раздробить координаты. А как бы вы это сделали? То есть это вы в питоне создадите разные процессы, они будут каждый дробить координаты? Можно каждому процессу его, собственно, часть выдать не всю, а только часть координат. Пусть с ней работает. А потом уже суммарный результат. Да, то есть смотрите, вы сейчас уже предложили какую-то конкретную схему, как разбить по процессам вашу задачу. И она, черт подери, правильная. Можно 8 процессам сказать, давай каждый случайно подать и проходить, а потом все склеить вместе. Так тоже можно, вот, но давайте так, смотрите, все вот это уже чуть более продвинутые алгоритмы, которые имеет смысл рассматривать, когда вы уже пробовали некоторую базовую штуку. Я не знаю, может быть, кто-то уже знает, кто-то не заметил, но
NumPy, например, или PyTorch за вас уже кое-как умеет параллелить операции. И он делает более-менее то, что сказал вот ты. Он берет скалярное произведение, например, как операция, которая параллелится внутри, и разбирает ее на несколько подзадач, правда, на уровне потоков, а не процессов, и потом суммирует результат. Короче говоря, если вы на практике хотите что-то параллелить, значительная часть вот этого простого параллелизма на одном компьютере за вас уже написал NumPy или PyTorch. Но, как вы верно заметили, мы сейчас будем думать про какие-то чуть-чуть более масштабные способы, которые могут на нескольких компьютерах считаться, и там нужно будет уже что-то вручную расписывать между процессами, например. Короче говоря, есть такая штука, думаем, вот ты предложил один вариант, давайте побьем скалярное произведение на кусочки. Предложить другой вариант, я не помню, кто-то здесь, вот кто-то в той части аудитории, как вот человек назвался. Кивнул, по крайней мере, что можно по данным разбить, что один процесс считает один пример, другой пример. Есть разные схемы, разные стратегии, разные способы. Как понять, какой из них вам нужен? Можно вообще комбинировать. Можно сказать, что у вас там типа одна группа процессов считает там кусочки одного примера, много чего можно сделать. Как понять, что из этого лучше работает? Ну, универсальный ответ, который мы вас заталкиваем с начала курса, это попробуйте то и другое и сравнить. Но не всегда у вас есть, значит, остальные нервы для того, чтобы закодить и отладить несколько параллельных реализаций. Некоторые варианты просто не пойдут по памяти. Вот. Некоторые варианты просто да, могут не влезть, это правда. Но вообще даже до того, как вы начнете что-то вычислять, проверять, смотреть, влезает ли по памяти, хочется как-то научиться думать о том, как вообще что-то можно параллелить. Можно сложность. Короче, вот сейчас мы попробуем как раз формализовать вот то, что вы сейчас предлагаете, некоторую вот общую систему, где и так можно параллелить, и поймем, что из этого имеет смысл делать в вашей конкретной задаче. И для этого нам нужно вспомнить чуть-чуть операционок, прям совсем самую малость, но это важная малость, поэтому если вы сейчас чувствуете, что теряетесь, пожалуйста, попробуйте, просто скажите, во-первых, мы починим, поможем. Первое, что нужно понимать, это то, кто, собственно, на вашем компьютере делает какие-то вычисления. И немного все упрощая, это делает процесс. Вот у вас есть, допустим, вы запускаете программу на Python, по умолчанию это один процесс. У него есть какая-то память, он в ней хранит, чуть-чуть упрощая, ваши переменные. И у него есть какие-то инструкции, ваш код. И он его выполняет, меняя эту память, как ему заблагорассудится. Процессов может быть несколько. Скорее всего, на вашем компьютере, вот, например, на твоем, сейчас сотни процессов на фоне делают разные независимые вещи. И по умолчанию, когда у процесса есть какая-то память, это его личная память, процессы не могут смотреть в память друг другу просто так. И с этими процессами нам придется как-то обустраивать какие-то общие вычисления, заставлять их работать вместе. Но если кто-то из вас ходил на операционки, наверное, вы знаете, что не всегда вот эти правила работают так, как есть. Не всегда у процесса есть своя личная память, не всегда в память чужого процесса нельзя посмотреть. Может, припомните какие-то исключения? Вы можете создавать общие страницы памяти, или файлы ядра могут смотреть во все файлы ядра. Страницы внутри ядра могут... Точнее, процессы внутри ядра могут смотреть в любой странице внутри ядра. Да, во-первых, есть общие страницы памяти, shared memory, мы с ними сейчас познакомимся. Можно специально какую-то память пометить как shared. А есть специальные процессы, которые могут друг друга смотреть, но это особенности уже строения вашей операционки. А еще есть разные дебаговые тулзы, которые позволяют вам смотреть, дампать то, что в процессе происходит, если вы root. А еще есть уязвимости. Есть всякие прекрасные способы, как, если вы не обновились до последней версии, как эксплуатировать ваш процессор для того, чтобы подсмотреть к другому процессу и таким образом угнать у вас какие-нибудь ценные данные. Короче, есть много исключений, но здесь важно вот что. В общем случае есть процесс, у него есть память, и в общем случае никто другой в нее смотреть не может. Почему? Потому что если, например, если вы в одном компьютере запустили два процесса, ладно, они могут друг друга смотреть в память. Но если вы хотите, чтобы ваш алгоритм работал не только на двух ядрах одного компьютера, но еще и на двух разных компьютерах по сети, то, извините, в таком случае выделить общую память не получится, потому что ее вот физически нет, она не общая. Это процесс. Пам-пам. Это все как бы детали, которые про, например, как устроены процессы в ядре.
они важны, они полезны, но общие алгоритмы должны работать, даже если такой халявы нет. А теперь, собственно, второй вопрос. Как заставить два процесса как-то, ну, если уж мы решили, что у них память своя личная, никто смотреть не может, как заставить два процесса делать какую-то общую задачу? Как им вообще общаться между собой? Вот вы написали две программы, давайте проще скажем, они работают как-то вместе, как им одной программе передать результаты в другую? Веб-сокеты. Соответственно, взаимодействие сокеты, каналы. Прекрасно. И тут, на самом деле, тоже есть миллион разных реализаций. Сокеты, каналы, кто-то сказал веб-сокеты, это если вы по сети общаетесь, много разных реализаций, но для нас есть некоторая единая хрень под названием канал. Я сейчас имею в виду не канал в смысле, например, канала в языке Go, а абстрактно канал. Такая типа вот жолоб, в который можно положить какой-нибудь шарик с данными, он туда покатится. Или еще другое название, pipe, ну или труба. Давайте я, чтобы вы не умерли в терминах, всегда буду называть это pipe. Вот такая труба. Думайте об этом так, что вот можно открыть трубу из одного процесса в другой, ваш один процесс может в эту трубу что-нибудь насыпать, оно досыпется до другого процесса, и тот может это забрать. Что важно понимать про пайпы? Более-менее только две вещи. Первое, чем больше вы в них кладете, тем дольше вам передавать эту информацию. То есть передать гигабайт весов дороже, чем передать один вектор какой-нибудь в там, 100 килобайт из этих весов. И второе, что про них нужно понимать, это то, что общение между участниками этого канала, оно асинхронное. Что это значит? Вы можете в трубу что-то положить и пойти дальше по своим делам, более-менее заниматься всем, что вы хотите. А тот, кому вы это послали, он рано или поздно дождется, когда ему по трубе это долетит, и прочитает это, будет этим дальше пользоваться. А может не дождется. Единственный сценарий, в котором вы должны ждать синхронно какого-то общения с каналами, это если, наоборот, вы принимаете данные, вам нужно дождаться, когда их кто-то положит. Итого, смотрите, ребят, есть две абстракции. Процесс, канал. Процесс внутри может на одном компьютере крутиться, может на разных. Может быть, он честный процесс обычный, может быть, он в ядре, у него какие-то особые пермишины. Может быть, это вообще не процесс, а поток. Может быть, это какая-то там грутина. Это детали реализации. То же самое, общение между процессами. Есть канал. Канал может быть Unix-пайпом, может быть веб-сокетом, может быть файликом вообще. Вы можете в файлик что-то писать. Я имею в виду в бытовом смысле слова файл. Понятно, что все файл в Unix, но тем не менее, как бы вот есть процесс, канал, общение между ними. И в этой абстракции мы сейчас с вами будем строить наши алгоритмы распределенного обучения. Ну и как бы последний слайд, на котором я все-таки один раз скажу про детали реализации, что здесь важно понимать. На конкретном компьютере, на конкретном приложении вы можете оптимизировать код, если вы знаете некоторые особенности того, как они устроены. Ну, например, я сказал, есть процессы, есть потоки. Чем потоки от процессов отличаются? Потоки живут внутри процесса. А это правда? А что это означает для вас, как для разработчика? Да. Потоки могут смотреть друг другу в общую память. Но потоки, например, нельзя запустить многопоточную программу на разных серверах физических. То же самое касается, например, общения. Есть Unix-пайпы, а есть shared память. Shared память позволяет вам иметь доступ как бы к произвольному элементу быстрее, но зато shared память тоже работает локально на одном компьютере. Так, абстракции процесс-канал, в смысле процесс-пайп. Есть ли по ним какие-то вопросы? Да, вроде понятно. А время, которое требуется на то, чтобы передать кусок информации, оно линейно с объемом информации? Считаем, что да. То есть в нашей модели, да, оно линейно. На самом деле там обычно линейно плюс константа какая-то. То есть если вы передаете 1 байтик человеку на другом конце земного шара, то вы большую часть времени ждете, пока оно физически по сети дойдет. Если вы передаете 10 байтиков, вы ждете не 10 раз больше, вы их параллельно отправляете. Но в нашей модели считается, что линейно. Поехали. Дальше, теперь, наконец, у нас есть процесс и канал. Давайте попробуем что-нибудь распределять. И распределять будем ту же самую формулу, которая была раньше. Я ее, чтобы она была еще больше абстрактной, перевел как подсчет функции потерь и апдейт по градиенту. Подсчет функции потерь состоит из вычисления скалярного произведения, самой дорогой операции, по сути, матрицы множите. И
всего остального, которое нифига не стоит. Ну, подставить скалярное, уже посчитанное скалярное произведение в какой-нибудь, не знаю, в log-loss несложно. Для того, чтобы эти вычисления делать, вам нужны два типа данных. Вам нужны веса модели, и вам нужны примеры, на которых вы обучаетесь. И вот по умолчанию у вас есть одно ядро процессора, оно берет всю модель, все данные, считает цикликом по примерам в батче скалярное произведение, считает из них лосс, обновляется по градиенту. Давайте попробуем вот в этой прекрасной схемке заиспользовать тот факт, что у вас не один процесс, не одно ядро, а несколько процессов могут на разных ядрах параллельно выполняться. Ваше предложение. Ну, давайте по одному слева направо, окей. По часовой, ладно, непонятно в каком порядке выбирать те идеи, которые вы предложили. Для начала вот ты предлагал что еще раз? Предлагаю просто, 100 верхний вектор побить абстрактно на, грубо говоря, взять первые 20 координат от одного от другого, мы там можем переносить и получить фотку. Ага. Сейчас. В моей памяти это предлагал не ты, а у меня... Конечно, да. Окей, да. Смотрите, вот есть две стратегии, которые вы в разное время предлагали. Первая стратегия – это побить примеры в батче по разным процессам, обработать их там независимо. Вторая стратегия – это для каждого примера побить векторные компоненты. Давайте сначала попробуем батч побить. И как же это параллелить? Смотрите, есть важные ограничения. Как мы с вами решили, процессы обладают своей личной памятью. Вы не можете просто так сказать, что процесс 3 будет из процесса 1 брать батч и из него что-то как бы вытаскивать. Не его память нельзя. Что делать? Ну, как бы да, давайте, да, и у нас есть 3 процесса, им нечего делать, давайте создадим еще процессов, им тоже будет нечего делать. Первый процесс будет главнее других. Ну да, кстати, давайте, первая схема, давайте объявим первый процесс главнее других. Сначала попробуем позаботиться о весах модели. Ну, давайте с первого процесса по каналам, где мои каналы, по каналам раздадим эти веса, буквально скопируем на каждый другой процесс. Имеем право. Скопировали, а теперь начинается батч. Батч не копируем. Что делаем с батчом? Дробим. А потом... Дробим батч, делим на части. Батч поделили на части, получилось, что если у вас так сложилось, что в батче 4 примера, то у вас по одному примеру на процесс, а если у вас их больше, то вы как-то поделили их на подгруппы, и каждая подгруппа на своем процессе. Окей, смотрите, теперь у вас на каждом процессе есть все веса модели и одна n примеров батча. Что делаем? Считаем, что пропорции, какие пропорции? Делаем forward pass модели, считаем функцию потерь на этом примере и на всех остальных параллельно. Что дальше? У вас есть 4 лосса. Была одна ошибка, стала... Да, давайте теперь, чтобы получить общую функцию потери, ее просуммируем. Тоже каналам передадим информацию. Ну и дальше то же самое будет в backward пассе. Там, когда вы считаете градиенты, тоже будет скалярное произведение, вы их хотите посчитать, и получите вектора апдейтов точно так же параллельно для разных примеров. Давай, говори, извини. Нам же надо не только сам лосс передать, нам же за ним надо еще тянущийся граф передать. Да, смотри, это верно. Здесь на слайде изображен только счет лосса. Что означает тянущийся граф? Надо как-то еще распараллелить по счету градиента. Давайте думать об этом не как в торче, не так, как что вы будете по этому графу также дифференцировать, как он построен. Думайте о посчете градиентов как тоже о еще одном пассе, еще одном как будто forward пассе. У него, чтобы посчитать градиенты произведения, вам просто нужно градиент по выходу умножить на один из векторов. То есть вам тоже нужно взять скалярное произведение. И оно тоже будет только по вашим примерам в батче. То есть будет то же самое вычисление, просто вот точно так же выглядит, но вы умножаете другие вектора. Ответил на вопрос или запутал? Ну, запутал. Вот где написать backprop, вот точка backprop, в какой момент? Для каждого из лоссов или просуммировать, а потом писать а потом уже как-то пытаться обратно делать? На этом слайде, если предположить, что он тянется направо еще, где-нибудь так, типа метров 5 на проекторе, то когда вы посчитали лосс, вы теперь знаете лосс, вы его можете, например, принтануть или там засунуть в какую-нибудь систему логирования.
Вы теперь просто продолжаете там, где у вас есть эти процессы, считаете градиент. Причем градиенты вы можете считать независимо. Каждый процесс считает градиент от своего L-итого. Ну, почему? Потому что градиент суммарного лосса – это сумма градиентов, вы можете сумму потом посчитать. Ну, когда вы посчитали на каждом процессе свой градиент, независимо, что нужно с ними сделать? Ну, а потом уже делаем шаг на одном из процессов. Да. Потом вы можете, например, сложить на нулевом процессе и сделать шаг. Спасибо, я понял. Как вы узнаете через неделю, это не оптимально. Точнее, не так, что как вы узнаете через неделю, можно лучше. А чтобы понять, что такое можно лучше, давайте сначала ответим на вопрос, а где здесь вообще может тормозить? Вот что если может такого получиться, из-за чего этот алгоритм может не дать вам ускорение, скажем, в 4 раза от одного процесса? А можно вопрос сначала? Давай. Почему у нас написано, что can be slow, вот, когда мы параметры передаем и batch делим, а когда сумму лоссов, то ничего не написано? Тоже, наверное, тоже может быть slow. Да, смотри, это прекрасный вопрос. Он действительно тоже может быть slow, но вот можешь ты же ответить на следующий вопрос. Как думаешь, что дороже, передать параметры или передать лосс? Лосс, если это чиселка, то, наверное, нам там чиселку передать быстрее, чем много параметров. Совершенно верно. Вот. Но если это какой-то вектор, типа как там в кросс-энтропии, то может быть долго. Совершенно верно. Нет, там же чиселка все равно, ну, короче. Совершенно верно. Ну, то есть здесь важно понимать, что чем больше вы передаете, тем больше вы страдаете в пайпах. Тормозить оно может, как вы думаете, почему? Вот да, вот буквально пока у вас этот can be slow, пока вы передаете параметры с нулевого процесса на все, вы неистово долго ждете, и, например, если вы передаете это через интернет, если у вас сервера в разных регионах, то вы будете ждать на порядок дольше, чем вычислить функцию потери целиком на одном ядре. Беда. Что-то как-то не очень, много передавать надо. Есть ли какой-то другой способ, то есть, смотрите, вот передавать всю модель дорого, а чтобы делать обучение в таком режиме, нам придется передавать модель после каждого шага. Смотрите, типа вот вы пошагали, посчитали функцию потерь, потом пошли градиенты, обновили веса по градиентам, все, веса нужно заново передавать. Беда. Чего? Передавать только ту часть модели, которая нужна в этой... Да. Тут есть две стратегии. Первая – как-то оптимизировать передачу. Ну, давайте, если мы обновили там только для 5 разных слов, или там для одной пары слов вектора, давайте только их передавать. Это можно соптимизировать. Тут есть что улучшать. А через неделю вы узнаете, что на самом деле улучшать можно даже алгоритм передачи. То есть можно по-другому хранить параметры, чтобы было эффективно. Но вообще-то говоря, можно еще и подумать, как по-другому параллелить. Может быть, при другом способе параллелизма вы сможете не передавать так много информации. А мы можем на каждом ГПУ просто обновлять веса? Ну, кажется, ЦПУшки. То есть мы сумму градиентов не только на главную модель кидаем, но на все сразу. Проверь, что я правильно понял. Сделать так, что типа предыдущий алгоритм. Насчитали градиенты, передали их на нулевой CPU, ну, на нулевой процесс. После этого обновили параметры, и параметры все раздаем. Твоя стратегия. Вместо того, чтобы передать на нулевой, мы на каждом процессе поддерживаем сумму всех градиентов. И делаем шаги по ним. Так делать можно. Как это делать эффективно, чтобы это не стоило вам в 4 раза дороже, ну, в N раз дороже, поговорим подробно через неделю. То есть, да, здесь есть что оптимизировать, но если вы обучаете, скажем, СВД, лог-регрессию, Глове, во всех этих моделях, вот такой подход в целом сратый. Давайте лучше как-нибудь придумаем. Можно передавать первый батч, второй батч пока считается первым. Да, можно еще как-то соптимизировать передачу. Можно попробовать какие-то из передач делать параллельно с какими-то из вычислений. Это правда. Но пока давайте попробуем соптимизировать по-другому. Давайте по-другому параллелить. Извините, вы говорили или это... Окей. А можете вторую стратегию еще раз повторить? Что еще, как еще можно распараллелить скалярное произведение, кроме как по батчу? По координатам. По координатам. Это как? Каждому потоку передаешь 5 координат векторов, считаешь по ним скалярное произведение, суммируешь, ну и потом вы между всеми потоками суммируете. Да. То есть вместо того, чтобы один процесс считал все скалярное произведение, весь Глове на части примеров, он будет считать часть Глове, но на всех примерах. Давайте это пробуем разобрать. Раньше у вас было такое. Раньше вы параметры дублировали, а данные делили между процессами. Что будет в вашей стратегии?
для того, чтобы вычислить по частям маскулярное произведение? Какая коммуникация потребуется? Сейчас у нас на CPU по одному вектору. Тогда мы должны репlicировать полностью батч. Сейчас. Передать отрезки. Да. Да, прямой ответ на вопрос. Действительно. Для того, чтобы распределить, так как вы сказали, нам потребуется разделить веса, разделить вектора по координатам. То есть, например, первый процесс, если у вас вектора 100-мерные, то у вас в первом процессе будет первые 25 чиселок от всех 100-мерных векторов, вообще всех слов. А во втором, соответственно, с 26 по 50. Вы что-то спрашивали, извините. Уже я понял. Ага. Что значит сплит параметры? Сейчас расскажу. То есть, что будет происходить? Теперь ваши веса разделяются на 4 части, некоторым интересным образом. Сейчас поговорим, как. Как разделяются? У вас что такое веса? Это матрица, количество слов на количество, на какую-то размерность, допустим, 100. На каждом процессе у вас будет храниться все слова, то есть количество слов, на четверть размерности вектора, на 25 чисел, 25 компонентов. А батч у вас будет целиком считаться. И если раньше вы считали независимо всю функцию потерь на части примеров на каждом процессе, то теперь вы не можете такое сделать, потому что у вас не хватает весов, чтобы посчитать полную сумму. Вместо этого вы считаете частичную сумму по всем примерам в батче. Частичную сумму здесь, типа, я не знаю, видно ли людям на слайде, но здесь написано, типа, v и t там 2, v и 2, значит, возьми из каждого вектора числа с 26 до 50. А v и 4 это с 76 до 100. Ну, а теперь, когда вы посчитали частичные суммы, что делаем дальше? Да, суммируем до полных сумм, кто мог подумать. И считаем функцию потерь, которая уже дешевая, допустим, на нулевом процессе. И точно так же градиенты. Градиенты тоже скалярные произведения. Вы градиенты будете считать по координатам. И это, смотрите, что здесь произошло. Мы сейчас изучили две стратегии. Первая стратегия. Считаем всю модель на части данных, то есть разделяем данные. Вот вторая стратегия – это считаем части модели на всех данных, разделяем модель. В быту, особенно в нейронках, их принято называть дата-параллелизм и модул-параллелизм. Что разделяем, то и параллелизм. Про это еще поговорим. А вам пока вопрос. Если вы разделили параметры вот так по кусочкам, то их, конечно, дешевле передать какому-то процессу 1/4 параметров, чем все параметры. Но можно ли еще эффективнее? Можно ли как-то организовать процесс вот такого обучения, чтобы вам, в принципе, не пришлось передавать на каждой итерации с CPU1 параметры? Хранить и обновлять их на всех 4 CPU, свою часть параметров. Да, давайте это проговорю. Вы можете в самом начале разделить свои веса на 4 части, и после этого на каждой итерации вы считаете в forward классе всю функцию потерь, градиенты. Градиенты каждый процесс считает только по своей части весов. Их обновляет. Ну и после этого вы получаете обновленные веса в таком же разделенном состоянии, как они были раньше. Можно начать следующую итерацию. Просто звучит, как мы взяли 4 CPU, на каждой обучили свою модель, а потом взяли что-то типа наслоение всех 4 моделей вместе. Важно, что это очень важное замечание. Важно, почему это не так. Почему это не так? Потому что есть этапы, в которых вы считаете общий лосс. Например, какой-нибудь там softmax loss или MSE loss, смотря что у вас за модель. И если вы считаете общий softmax loss, например, то если вы по одной из 4 координат уже, допустим, loss в 0 вывели, то по другим у вас градиент тоже будет нулевой. То есть важно, что модель общая за счет общения вот по счете общего лосса. Объяснил или запутал? Ну, примерно понятно, что мы все равно внаружи что-то, лосс мы все равно на первую CPU должны. Да, здесь лосс считается на первую. Как сделать эффективнее, поговорим чуть подробнее через неделю. То есть тут можно тоже на каждом это поддерживать. Если хотите, даже упрощение это оптимизировать. То есть смотрите, первое, что можно сделать эффективнее, это поддерживать
четвертинки весов на каждом процессе, не общаясь между процессами, не передавая эти четвертинки между процессами на каждом шаге, только в начале раздав. Второе, что вы можете сделать, на самом деле вы еще можете с батчом оптимизировать общение. Коллеги, давайте вспомним, откуда берутся батчи. Они сэмплируются. Как вы их сэмплируете? Случайным образом, с датасета. Вы берете данные и читаете какие-то из этих данных. Как вы выбираете, какое пресэмплируем? Что там за алгоритм? Бесконечные циклы перемешиваем, симплируем. Да, а перемешивание от чего вообще зависит? Перемешивание от себя. Ага, то есть вы определите какой-то сид, который вам выплевывает так или иначе, какое данное брать следующее. Знатоки, внимание, вопрос. Если вы организуете распределенное обучение, можно ли как-то соптимизировать общение между процессами, чтобы не надо было передавать батч? Ну, тогда на каждом CPU надо хранить рядом датасет. Если мы каждому процессу выдадим датасет, то, в принципе, можно и не передавать каждый раз батч. Да, альтернативная стратегия – договориться о сиде, и на каждом процессе из одного и того же сида читать просто данные, предполагая, что данные, допустим, на диске лежат, вы можете их каждым процессом читать. То есть, смотрите, как бы здесь есть что оптимизировать тоже, но важен общий принцип. Мы сейчас с вами посмотрели две стратегии. Параллелизм по данным. Считаем всю модель на части данных. Параллелизм по модели считаем считаем на всех данных кусочек модели. И это две стратегии, которые будут с вами и в нейронках, и в лог-регрессии, и вообще в чем, даже не в статистических моделях, которые не приняты считать ML. Вопрос. Можно вопрос перед этим? Давай. Вот у нас модуль Parallel в данном случае был, когда мы модель делили как бы на независимые части, которые считают одно и то же. Да. Вот. А когда мы модель делим на части как бы последовательно, например, там первая ЦПУ считает там первые 3 слоя, вторая считает там следующие 3 слоя, и последний там считает голову, то это все еще называется модуль Parallel? Это считается модуль Parallel, но это специфично к нейросетям. Мы про это подробно поговорим через 2 недели. То есть вообще в целом вот такое разделение, то есть как бы есть, что важно понимать, это не какое-то не манна небесное, значит, что вот именно так вы это разбиваете, если не так, что вы еретик. Обычно как бы в литературе есть более-менее 2 способа думать о разных способах параллелизма. Первое, что вы параллелите с точки зрения ML, вы разбиваете на части модель или вы разбиваете на части данные. Данные можно по-разному разбивать. Например, если вы занимаетесь обработкой машинным переводом, то вы можете длинные предложения отдельно, короткие отдельно брать. А модель аналогично. Можно разбить внутри каждого слоя по нейронам, например, а можно разбить целые слои. Про это подробно еще поговорим. Но общий принцип, что вы разбиваете, важен. Почему? Потому что то, что вы разбиваете, то, что вы изначально, собственно, то, что вы разбиваете, тем вы не общаетесь между... Да, сложное утверждение, давайте я лучше пример сначала приведу. Смотрите, когда вы делаете параллелизм по данным, вот здесь, вы передаете параметры в том или ином виде, вы передаете либо все веса, либо обновление весов. То есть чем больше у вас весов, тем больше вы передаете. А потом на выходе, вот это на самом деле суммирование лосса, оно даже не обязательное. Вы можете только градиенты просуммировать, которые, сколько у нас градиентов, тоже по одному на параметр. То есть для того, чтобы обучаться параллельно по данным, вы обязаны передавать что-то, что имеет размер с числом параметров. Согласны? Это, собственно, веса изначально, и это градиенты по весам. А когда вы делаете параллелизм по модели, то есть когда вы разбиваете модель на кусочки, вот здесь вам на самом деле, вот в этой части вам нужно больше передавать, вам уже не нужно передавать веса и градиенты по весам. Вы на каждом процессе считаете как бы свою независимую часть градиентов по весам. Но зато вам важно здесь суммировать уже не одно число лосс, или вообще даже лосс опционально суммировать. Вам здесь прям важно просуммировать все частичные суммы. Сколько их будет? Больше. Размерность эмбеддинга как раз вы просуммируете. То есть, когда вы считаете сумму по 25 числам, это уже четверть эмбеддинга у вас просуммировалось. Одну размерность важную забыли.
Размер большой? Да. То есть, смотрите, когда вы учитесь параллельно по данным, вы коммуницируете что-то от размера весов. Когда вы учитесь параллельно по модели, вы коммуницируете что-то от размера данных, от бэтча. То есть одно разделяем, другое передаем. Ну, в смысле, реплицируем, и это чего-то стоит. И из-за этого, в частности, следует, что если у вас у модели очень-очень много весов, лучше учиться модул параллельно, потому что передавать веса дорого, их много. Если вычисление относительно меньше, то передавать промежуточные вычисления дешевле. Ну, а наоборот, если у вас весов очень мало, но вычисление, но батч огромный, то лучше делать дата-параллелизм, потому что тогда вам не нужно передавать что-то промежуточное размером от батча. Это довольно сложная тема. Если вдруг вы чувствуете, что какая-то херня происходит, скажите, я попробую получше объяснить. А разве вот при модул параллелизме нам не надо данные один раз его отправить, а дальше оно само пойдет, больше отправлять не надо? Во-первых, классно, что вы подробно переспрашиваете. Правильная стратегия. Что здесь при модул параллелизме важно передать? Важно передать batch size штук частичных сумм. Да, я понял. Причем, смотрите, здесь это игрушка. Здесь мы передаем один вектор для Glovier. А потом это будут активации трансформера. То есть точно так же можно разделить трансформер на части. Да, он нужно будет, если вы разбили модель на части, вам нужно передавать активации от размера батча. Если вы разбили батч на части, вам нужно передавать веса или градиенты от размера модели. Ну, это такая достаточно нерушимое правило большого пальца. Что-нибудь еще? Можно вопрос? Я немножко про данные вот не понял. Вот, типа, какие бывают там большие размеры батча? Ну, не знаю, там 1000, да? Да. Вот если мы передаем просто индексы, то это в любом случае будет очень дешево, да? Это зависит от задачи. Смотрите, мы пытаемся найти общие алгоритмы. Для word-to-века что имеем? Большие вектора, очень маленькие данные. Данные – это буквально индексы. Большая модель, мало данных. Что лучше? Не, потому что мы же можем просто индексы вот этих векторов передать, и это будет достаточно быстро. Да. Вот. Ну, поэтому лучше распилить модель. Да. И поэтому модул параллелизм для обучения word-to-века или SVD работает лучше. В каких случаях данные? Прекрасный вопрос. Давайте подумаем вместе. В каком случае лучше дата-параллелизм? Есть ли какие-нибудь такие модели, которые весят немного, но вычислений нужно много? Да, отличный пример. Какие-нибудь сверочные нейросети. У свертки не так много весов, например, какой-нибудь MobileNet. Но вычислений на единицу весов нужно очень много. Вы этот вес применяете каждому патчу в картинке. И размер этих самых весов, размер активации, карт активации от размера картинки большой. Нам же не всю картинку нужно тащить. Нам нужно тащить только индекс. Нет. Давайте подумаем. Вот на самом деле отличный пример. Как раз кажется, что мы сейчас разберемся в этой сложной теме. Давайте, смотрите, с word-to-веком всем понятно, что происходит? И лучше делать модуль параллелизм. С SVD, в общем-то, тоже, с лог-регрессией тоже. Разберем сверочную нейросеть какую-нибудь условно Лина. Если вы делаете это дата параллельно, то что происходит? У вас на каждом процессе хранится все веса модели или кусочек? Все веса модели. Потом вы на каждый процесс загружаете индексы картинок, считаете forward pass для этих индексов, backward pass для этих индексов, градиенты по этим картинкам. Что теперь сделать, чтобы обновить веса модели? У вас на каждом процессе полные градиенты по части картинок. Засунуть все в ЦПУ1, просуммировать и делать бэкпроп. Просуммировать градиенты. А градиенты какого размера? Размеры нашей модели. Размера модели. Важно. Они от батча не зависят, они просуммировались по батчу. Размера модели. То есть, если вы делаете дата-параллельное обучение сверочной сети, то размер картинки, размер батча вам не важен. А если вы делаете, извини, сейчас договорю, модуль параллельного обучения, то что будет происходить? Вот у вас есть сверочный слой, модуль параллельное обучение для сверочного слоя. У вас половину фильтра считает один процесс, половину другой процесс. Там одна ГПУ, другая ГПУ. И потом вам нужно их просуммировать и сконкатинировать, чтобы следующий слой считать. Для этого вам нужно сколько передать? Кажется, я скорее напугал человека с предыдущим вопросом, чем объяснил. Размер да. батча.
Batch size еще batch size на размер картинки. То есть это Ну как да, бы... полностью на размер данных получается. Да. То есть, смотрите, как бы сверочная сеть, у которой относительно мало параметров по сравнению с виртувеком, и дорогие вычисления, даты параллельные лучше, потому что вы обмениваете что-то от размера параметров. Модель, у которой параметров, наоборот, много, но вычислений ей при этом требуется на единицу параметра немного, модуль параллелизм. Извини, можешь? Я, кажется, что ушел в какой-то рент. Лучше, можешь повторить вопрос, а то я тебя... Не, вопрос был, когда, типа, лучше использовать даты параллельно, ну, типа, потому что, казалось бы, индекс передавать так дорого, но я понял, что, типа, нам не только индекс передавать, как бы по каждому индексу уточнить еще всю картинку, которая может есть. Огонь. То есть я, получается, случайно дал тебе нормальный ответ. Прекрасно. А у вас еще были вопросы? Я был, наверное, там сам. У меня был вопрос, типа, вот зачем соединять потом градиенты, когда можно, там, допустим, соединить класс, на карте засчитать градиент, чтобы его интегрировать. Да. Для бэкпрофа нужны компьютеры. Да. Которые... Да. Да, и их придется копировать. Вот, к сожалению, это независимая от модели тема. Нейронка у вас или виртувек или что угодно, даже кодбуст. Вам так или иначе, если вы разделили куски модели, вам придется передавать промежуточные активации в том или ином виде. Если вы разделили данные, вам придется передавать что-то от размера модели. Так, кажется, что мы сейчас успеем разобрать еще один пример, где можно тот или иной параллелизм сделать. Давайте подумаем, как распараллелить, скажем, вычисление построения деревьев в градиентном бустинге. Вот. Хэштег not sponsored. У вас есть несколько видеокарт, у вас есть какой-то объем данных, у вас есть какой-то алгоритм обучения. Бустинг, он строит по одному дереву за раз. Давайте не менять это, не строить параллельно несколько деревьев, а то это может на результат повлиять пока что. Рано такое делать. Давайте подумаем, что здесь можно параллелить. Вычисление по какой фиче делить дерево. Ну, в конкретный момент по какой фиче делить на эти. То есть, смотрите, вариант первый. Можно разделить данные по видеокартам и на каждой видеокарте посчитать часть полезности каждого признака, каждой фичи для разбиения, и потом их просуммировать, чтобы общее посчитать. Это кто? Дата, модуль? Дата, параллелизм. А модуль параллелизм — это если вы разные признаки строите таким образом на разных... Ну, окей, дата или модуль — это сленговое название все-таки, хотя они распространены в литературе, но вот аналог модуль параллелизма, когда вы делаете каждый признак на каждой, на своей видеокарте. И здесь на самом деле отличие какое? Если вы... Чего? Бустинг. Стратегия раз. Вы берете на каждую видеокарту, кладете часть примеров целиком. И применяете, когда вы строите дерево, вы вот каждый признак, который вы хотите насчитать его полезность, чтобы разбить по нему, там порог подобрать, вы берете, считаете, ну, полезность признака — это какая-то сумма там по каким-то значениям на каждом примере, вы считаете на первой видеокарте, на второй, на третьей, на четвертой частичные суммы по разным данным, потом их суммируете, считаете глобальную сумму, выбираете признак. Я считаю глобальную сумму, потом я понимаю, какие данные идут влево по дереву, какие данные вправо по дереву. Ну, ты что делаешь? Ты считаешь полезность признака. Потом ты выбираешь лучший признак, запомнил его, посчитал дерево. И как бы вот эти деревья ты просто можешь вообще на диск записывать, потому что в бустинге ты же итеративно учишь, тебе не нужно обновлять, тебе не нужно помнить предыдущие деревья. Знает только градиент ошибки. Короче, с бустингом то же самое применимо. Можно разбивать по фичам, можно разбивать по примерам целиком. Есть такая особенность. Единственное отличие такое, что если вы разбиваете по данным, то что нужно в бустинге еще помнить между там, переходом, когда вы построили там итое дерево, переходите к плюс первого? Нужны ли вам какие-нибудь промежуточные результаты? Градиент надо с прошлого? Да. Нужны градиенты по предсказаниям модели. Сколько их, какой у них размер? Размер данных. Да, сколько у вас примеров выборки, столько у вас и этих градиентов. Что лучше? На каждой видеокарте помнить часть признаков или часть данных, с учетом того, что вам еще нужно помнить промежуточные результаты. Такие. Ну, наверное, Вот
нам все равно передавать часть данных, то лучше там, где мы данные передаем. Да. И давайте это поясню, потому что вопрос нетривиальный. Если у вас на каждой видеокарте часть данных, то есть давайте это, не знаю, наверное, рисовать сейчас будет не очень, потому что на камере онлайн-слушатели не увидят. Но если у вас есть, если вы делаете дата-параллелизм, то градиенты вы, скорее всего, будете помнить где? На той же самой видеокарте, которая хранит эти примеры. То есть у вас градиенты по одному чиселку на каждый пример. Просто это как бы еще одна фича. А если вы на каждой видеокарте храните те примеры, но часть фичей, то, скорее всего, вам придется либо как-то реплицировать между видеокартами эти промежуточные градиенты, либо передавать их между видеокартами. Так или иначе, вам придется некоторые дополнительные геморрой. Ну и поэтому, например, CAD-Boost, XGBoost, multi-GPU делает дату параллельно. Это достаточно выраженный пример, с нейронками потом будет интереснее. А пока что, вот что мы до сих пор узнали. Есть параллелизм по разным осям. Что делает один способ распараллеливать лучше другого? То, сколько вы дополнительно времени ждете на передачу данных. Если вы модель передаете долго, то не надо передавать модель, передавайте данные. Если, ну и как бы и наоборот. В принципе, как бы дата, модуль, параллелизм, у них там есть всякие частные случаи. Вот, например, то, что мы сейчас придумали для бустинга, это довольно частный алгоритм. Его, конечно, можно называть классическим дата-параллелизмом, но модель довольно особенная. Градиенты очень интересной формы. То же самое касается, например, дата-параллелизма в нейронках. Вот бывает дата-параллелизм, когда у вас разные примеры обрабатываются на разных видеокартах, а есть так называемый секвенс-параллелизм. Это придумали частный алгоритм для трансформеров и для LSTM, где разные моменты времени обрабатываются на разных видеокартах, но все речь тоже данные. То есть как бы все те же самые правила, просто более частный алгоритм под частную задачу, где у вас данные имеют двуразмерность. А с картинками можно большую, если у вас огромная картинка, на части делить. Но это уже некоторые извращения. Пока давайте общий алгоритм вспоминать. Извините, еще вдруг раунд вопросов дата-параллелизм, модуль-параллелизм. Не хотим ли мы устроить короткий перерыв, типа 5 минут? А потом еще кусок лекции, а потом семинар. Если вдруг вы очень хотели перерыв, убивайте человека в зеленой толстовке. Только не тапками, слышали? На Короче, семинаре будут примеры с кодом, как вот? да, как мы на это семинаре как раз Word to Vec будем параллелить, а через неделю для нейронок уже будет в деталях дата параллелизм, а через 2 недели модуль параллелизм. Так вот, что мы сейчас с вами изучали? Мы пытались наводить теорию вокруг довольно инженерной задачи. Инженерная задача, ну, как бы вам, как пользователю, посрать, сколько, как бы, что там внутри дата параллелизм, модуль параллелизм, что там коммуницируется. Вопрос, сколько оно работает. И, как правило, можно рассмотреть скорость работы алгоритма от количества параллельных ядер или там серверов, смотря на чем вы параллелите видеокарт. Как правило, время работы выглядит примерно таким образом. Пока вы увеличите число ядер, до какого-то момента ваш алгоритм ускоряется, а в какой-то наступает критический момент, и добавление еще одного процесса, еще одного ядра, еще одной видеокарты начинает вас замедлять. Как вы думаете, почему такое вообще может быть? Новое ядро – это значит, что еще одной ноде надо выдавать данные, что по времени долго. То есть у вас еще больше, то есть у вас уменьшается вычисление на одну видеокарту, например, на одно ядро, но при этом дополнительно у вас есть накладные расходы на еще больше коммуникаций. Где-то наступает эквилибриум, точнее не эквилибриум, где-то наступает точка минимума, и эта точка минимума зависит от алгоритма. То есть то, что мы вам сказали, что вот, например, Word to Vec, модуль параллелизм лучше, чем дата параллелизм, это зависит от того, сколько у вас ядер. Если у вас 2 ядра локально, любой параллелизм будет работать. Просто потому, что коммуникации будет очень-очень мало. Если у вас много параллельных серверов в разных дата-центрах, вот тогда вам очень важно, как же вы будете распараллеливать. Ну и где-то посередине, обычно на уровне достаточно много ядер одного сервера, наступает эта самая точка перегиба. И, точнее, не перегиба, вот это самый оптимум. Сейчас мы с вами поговорим о том, как этот оптимум еще можно дальше унести, еще лучше распараллелить, уже меняя свойства алгоритма. Ну, смотрите, помните, вы, когда мы говорили про Word to Vec, говорили, а что если мы будем разные примеры независимо обсчитывать?
Или а что, если мы будем вообще разные модели строить и потом усреднять? Это все способы, которые уже не из распределенных вычислений, а из распределенного ML. Они меняют результат, меняют алгоритм. Мы сейчас с вами как раз обсудим пару таких алгоритмов, которые делают вычисление еще более масштабируемым, но меняют алгоритм, меняют то, как вы делаете, какой у вас будет результат. Уже не эквивалентно тому, сколько у вас вычислений. И разберем мы с вами эти стратегии на примере одной достаточно популярной в свое время все еще живой модели под названием параметр-сервер. Общая модель. Все так же есть процессы, есть потоки, просто вы один из процессов назначаете главным, а может быть и не один, и говорите так, что вот этот вот верхний процесс, условно нулевой, он ничего сам, данные никакие не обрабатывает, он просто отвечает за параметры. Какой начальник. У него хранятся параметры, он их может выдавать кому-то по просьбе, и потом, если кто-то посчитает градиент, он может эти градиенты применить, пошагать. Ну, а ваши процессы первый, второй и так далее занимаются чем? Они берут параметры, считают шаг forward-backward, отдают обратно градиент. Скажите, пожалуйста, если у вас не один процесс, а два, как этот алгоритм поменяется? Они берут все параметры. Если это совершеннировка, все, если борт-to-век, можно соптимизировать. По умолчанию они берут не более чем все параметры. Выше взять трудно. Да. Но они берут не данные, именно параметры. Как бы вы можете соптимизировать для конкретного алгоритма, но по умолчанию не берут все параметры. Если у вас два процесса, что делать? Ну, как бы, что вообще происходит глобально? Почему они могут одновременно и неодновременно шагать? У вас процессы могут забирать эти самые параметры у одного параметра сервера, когда им это удобно, считать обновления, насчитывать градиенты и после этого отдавать обновления в сервер. Что здесь происходит идейно? По умолчанию, если вы хотите, то есть вы можете, например, сделать такое, что все процессы одновременно забирают данные, одновременно забирают параметры, считают градиенты, ждут друг друга, пока самый последний насчитал градиенты, отдают результат, параметр сервер всех дожидается, усредняет градиенты, шагает. Не более чем все параметры, считают трейн-степ на каком-то ключе, Да. разные, Это чистый дата-параллелизм, как раз хотел спросить. То есть параметр сервера, в котором вы всех ждете, это чистый дата-параллелизм. Просто вы один дополнительный процесс объявили главным. Но в такой парадигме, вот если вы думаете об этом как о параметре сервера, как о вот таких воркерах, возникает, ну, как бы удобно думать о том, а что будет, если мы не будем всех дожидаться. Да. Причем, заметьте, мы убрали синхронизацию. Это что говорит? Мы говорим, что каждый сервер или каждый, кроме самого главного, забирает актуальные веса, когда ему вздумается, обновляет их, считает forward-backward и отдает результат, когда ему вздумается. С тех пор, как он забрал веса, веса могли уже обновиться. Это, ну, на самом деле, звучит как баг в алгоритме, как будто кто-то накосячил с написанием ДП. Что здесь важно? На самом деле, при таком вычислении вы считаете не совсем честный дата-параллелизм. Можете объяснить на пальцах, что здесь потерялось от дата-параллелизма обычно? Что может посчитаться не так, как дата-параллелизм? Консистентность у нас каждый раз, да, ну в дата-параллелизме у нас хоть модель разбита на части, модель у всех одинаковая, а тут модель у всех разная получается. Да. То есть давайте я попробую и то, что в Zoom сказали, и то, что вы сказали, сказать одним и тем же третьим способом. Если вы делаете асинхронное обучение, то может такое быть, что, ну, допустим, когда вот этот нижний правый процесс забирает параметры, он считает градиент, у него параметры какие-то одни, а к тому моменту, как он отдает градиент, этот градиент уже как бы применяется к другим параметрам, которые с тех пор обновились. То есть градиент неправильный. И почему так вообще должно работать? Да. Если градиент меняется не очень быстро, если градиент достаточно маленький, если функция потери достаточно няшная, кавайная, то есть надежда, что это будет не очень плохо. Зачем мы вообще такой алгоритм, как вы думаете, рассматриваем, который делает то же самое, что и раньше, но не совсем правильно? Да.
То есть в чем весь смысл асинхронного обучения? Может так получиться, что по тем или иным причинам, сейчас разберем, таким образом, да, каждый шаг будет немножко неправильный, он будет медленнее сходиться за счет этого. Но самих шагов будет намного больше, потому что вы теперь не ждете процессы между друг друга, и вы сможете большим числом процессов с меньшим ожиданием на коммуникацию асинхронно быстрее добиться нужного вам лосса. Сколько раз это на практике обеспечен параллельно? Сейчас про это тоже поговорим. Здесь важно, что у вас, насколько у вас на самом деле асинхронные вычисления. А пока давайте подумаем вот о чем. Смотрите, вот есть такой алгоритм. Мы с вами только что сказали, что он не совсем корректный. Считает не совсем правильные результаты, да и название его Hog-Wild на самом деле не внушает доверия. Давайте попробуем немного вокруг этого алгоритма подумать, прикинуть, что вообще может быть. Ну, во-первых, если вдруг у вас идеально синхронные вычисления, и на самом деле как бы все ваши CPU одновременно умеют по бесконечно быстрому каналу общаться, вам нафиг не нужно. Hog-Wild – это попытка бороться с каким-то неравенством. Попытка бороться с тем, что у вас CPU-шки, например, работают с разной скоростью, потому что современные CPU так работают. Попытка бороться с тем, что у вас сеть может лагать. Или бывают такие задачи, как вы думаете, можете привести пример задачи из ML, где разные примеры, на которых вы считаете, могут занимать разное время? NLP тексты разной длины. RL партии разной длины. Есть задачи, в которых вычислений на каждый пример нужно разное количество. Тоже источник асинхронности. И в таких случаях асинхронная СГД может быть быстрее. Собственно, только там параметр сервера с асинхронностью и прижился. А теперь знатоки, внимание, вопрос. Вот вы взяли такой алгоритм, и давайте представим себе, что на вашей боевой задаче, на вашей серверной инфраструктуре все-таки это стейлс слишком сильно мешает обучению. Почему? Потому что некоторые сервера они выдают апдейты быстро, а некоторые прям очень-очень тормозят, может, не в другом городе. Давайте вот сейчас типа прям костылять. Можно ли что-нибудь такое придумать, как-нибудь так учесть ту информацию, что какой-то сервер, например, выдает вам апдейты с сильно большей задержкой, чем остальные? Learning rate зависит от времени задержки. Чем дольше модель выдавала, чем дольше CPU-шка выдавала нам градиенты, тем меньше LR мы умножаем на это все. Совершенно, я не могу сказать верно, потому что это костыль, но совершенно рабочий костыль. Совершенно костыльно. С тех пор, как придумали Hog-Wild, люди по-разному взвешивали, но общая идея такая, что действительно люди берут количество пропущенных шагов. Один шаг означает, что это вы взяли параметры и тут же их применили, обновление. 2 означает, что перед вашим обновлением было еще одно. 3 означает, что еще 2 и так далее. И, например, линейно уменьшать learning rate можно от того, сколько апдейтов было до вас. И есть даже теоретические исследования, которые показывают, что вот такая штука работает прям лучше, чем один константный стейлс. Статья наверху, кому интересно, смотрите. Я сейчас не буду слишком подробно останавливаться на вот таком асинхронном СГД и через момент объясню, почему. Это стейлсовый СГД, можно по-другому формулы. Это вот эта вот формулка, она статья, смотрите выше. Где вообще на практике такое применяется? Оно прижилось, вот все вот эти вот параметры сервера со стейлс прижились там, где, ну, во-первых, маленькие модели. Почему? Потому что это дата-параллелизм. А во-вторых, там, где вычисления прям настолько неравномерные, что без стейлс будет прям очень неэффективно, без асинхронности будет прям очень неэффективно. У вас почти все ядра будут тормозить, ждать друг друга. Это действительно RL, это RL. Ну, это RL и всякие странные задачи, где у вас, допустим, симулятор работает промежуточное число шагов. Но в основном именно что RL. В боевых применениях, в дип-лернинге, в боевых применениях, в рекомендациях, как правило, все-таки, если вы можете себе позволить синхронный СГД, если ГПУшки используются, ну, хотя бы наполовину, а половину времени ждут, то, как правило, не то чтобы эффективнее, а даже асинхронное обучение бывает эффективнее. Но люди все равно выбирают синхронное обучение. Как вы думаете, почему? Меньше багов. Оптимум лучше. Причем, окей, оптимум лучше, такое бывает. А даже если оптимум равен? Ну,
И как бы современные пакеты пишутся под то, что лучше работает. То есть действительно в современных пакетах асинхронное обучение, как обычно, задвинуто куда-то на галерку, но это не просто так. Да, помните, неделю назад вам Макс рассказывал, что классно, когда у вас все воспроизводимо, да? От чего зависит воспроизводимость синхронного обучения? Ну, например, из того, что сложно померить. От Ну, от положения. железа совсем. Да, причем иногда не вашего железа. Если у вас два дата-центра, и вы между ними распределенно сделаете, то это буквально зависит от того, как много люди сейчас смотрят порнуху. Ну, потому что люди, которые смотрят порнуху в интернете, они генерят трафик, который с вами будет толкаться. Воспроизводимость, короче говоря, нет у вас воспроизводимости в таком сценарии. И поэтому, если вы можете делать синхронно, как правило, делают синхронно. Причем, как бы, это касается именно асинхронности и синхронности шагов. Бывают алгоритмы, которые делают, например, такое. Берут огромный батч, делят его на кусочки обрабатывают асинхронно, но потом суммируют их и делают один синхронный апдейт. Вот так делать можно. Почему? Потому что у вас воспроизводимый результат. Давай. Писали сами сотрудникам отдельно, его не включали. Конкретно эти статьи, они использовали свой параллелизм. Ну, например, async-RL нет в торче, потому что к моменту, когда async-RL родился, торч я не уверен, что был вообще публичным, и там ни хера не было. 15-й год. Но идейно, как бы, в принципе, есть фреймворки, которые достаточно удобно за вас делают произвольный асинхронный параметр сервера. И один из таких фреймворков, в том числе совместимый с торчом, Jackson и всем, мы сейчас с вами разберем. Момент, короче, если вы до текущего момента спали, потому что все это знаете, вот сейчас пора втыкать, потому что начинаются современные, параметры сервера. Если вы захотели сделать параметр сервера сами, причем даже для обучения нейронок, есть такая классная и статья, и реализация BytePS. Это просто некоторый параметр сервера, который хорошо сделали. И как именно его хорошо сделали, сейчас мы с вами разберем. BytePS, если что, Byte, это потому что ByteDance. Кто знает, что делает ByteDance как компания? Это TikTok. Как бы, если RL в основном продвигал Pornhub в одно время, то распределенность продвигает TikTok. Я думаю, что это технологии, которые мы заслужили. Они просто чаще, они очень часто предоставляют рекомендации. Да. В онлайне. Так вот, BytePS, что они сделали? Это статья недавняя. Ну и как бы там еще фоллоуап к ней есть из 22-го, что ли, года. Что там происходит? Первое. Ну, что может быть лучше одного параметра сервера? В чем вообще проблема одного параметра сервера? Если у вас есть 1000 видеокарт, которые в него накидывают все трафика, то один параметр сервера лопнет. Давайте мы подсмотрим немножко модуль параллелизма и сделаем так, чтобы у нас было, чтобы у нас модель делилась на несколько параметров серверов. Буквально вы делите все веса на части, на n частей, и каждый параметр сервера хранит одну n всех весов. Причем, может быть, что у вас параметр сервера, может быть, у вас есть, допустим, как обычно, есть сервера с видеокартами, и там параллельно на CPU крутится такой же параметр сервера. То есть воркеры, каждый воркер, он отвечает и за вычисление, ну, как бы, как воркер, и еще поддерживает ключик параметра сервера. А может быть, что у вас еще есть дополнительные без GPU, например, чисто CPU-шные тачки, которые только параметр сервер, но сами не вычисляют градиент. К чему это все? Железная конфигурация может меняться. Они в статье предложили автоматический планировщик. Ну, короче, линейное программирование решают так, чтобы оптимально разбить модель на кусочки, чтобы суммарно какое-то количество воркеров с видеокартами, какое-то количество тунеядцев без видеокарт посчитало обучение за минимальное время. Они синхронные. Почему только что обсуждали? Они рассматривают асинхронный вариант только как типа опцию, если вдруг вы любите рисковать. И, собственно, ну, идейно это тот же самый параметр сервера, просто их несколько маленьких. Они их просто соптимизировали. То есть как бы contribution этой статьи не в новом алгоритме, а в том, что они, во-первых, научились оптимально разбивать модель на параметр сервера в зависимости от того, какие у вас сервера. А во-вторых, черт подери, они хорошо это написали. Наверняка же вы какие-то статьи читали научные. Представляете себе примерно, как они пишутся. Типа, our contribution is какой-то там алгоритм, который, короче, улучшил качество какой-то задачи сколько-то процентов. Вот это другие статьи. Что эти ребята у себя в статье пишут? Давайте я вам покажу какие-нибудь прикольные отрывки. Как я это сделаю? Где мыша?
Короче, просто чтобы вы понимали степень озабоченности этих людей эффективностью. Давайте как бы какое-нибудь ключевое слово. В статье есть обычно findings, это то, что как бы их как основные, не то чтобы открытия, но их нововведения. Finding, что они там нашли? Выделите, пожалуйста, мне это в тексте кто-нибудь. Их все-таки несколько. Типа, это они ссылаются на чужие файндинги. Давай найдем что-нибудь, что они предложили. У меня есть... Да, вот, короче, our first finding is that internal RDMA loopback – это техническая особенность доступа к памяти через одной видеокарте к другой. Traffic can cause internal incast and push the NIC. NIC – это Network Interface Card, это сетевая карта. To generate FPC, я даже не знаю, что это такое. Короче, эти ребята прям в статье, просто все, что они пишут, это оптимизация параметра сервера по коду. Как технологически это сделать лучше? Если вдруг ваши вкусы очень специфичны, разбирайтесь. Но смысл такой, что они просто учли то, как железно выглядит передача данных с одной видеокарты на другой и с видеокарты на сервер, в том числе на другой сервер, где нет видеокарт, и соптимизировали это настолько, что за это не стыдно. И в итоге у них получилось синхронный параметр сервера, который работает быстрее, чем торчевый стандартный параллелизм и даже оптимизированный NVIDIA параллелизм. Особенно, если у вас есть дополнительные CPU-шные машины. То есть, если у вас параметр сервер вынесен на отдельную машину. Потому что если у вас параметр сервер вместе с видеокартой, то у вас как бы один сетевой канал и на отдачу данных, когда вы рабочий, и на прием данных, если вы сервер. А тут у вас, если это на отдельный сервер, у вас два канала, как бы в 2 раза больше. Здесь на левом графике учат ResNet up to 256 видеокарт. На правом графике BERT Large, правда на MXNet, но на Touchnet тоже где-то есть. То есть, короче говоря, параметр сервера все еще жив и даже бьет нативный торчевый параллелизм, дата-параллелизм, если его хорошо надо законить. Можно еще раз что параметр сервера? Просто Параметр сервера на самом деле это идея. Идея из мира дата-параллелизма. Давайте мы выделим отдельный процесс или даже отдельный физический сервер на то, чтобы держать параметры, собирать, как бы раздавать их тому, кому они нужны, и собирать обновления. Параметр сервера, вот как идея, позволяет думать о некоторой асинхронности, например. А еще оно позволяет не думать об асинхронности, просто эффективно закодить это с точки зрения технической и иметь хорошую скорость. Короче, раздаем параметры. Да, то есть здесь параметр сервера вообще полезен почему? Параметр сервера здесь дает вам возможность... здесь идея параметра сервера не в асинхронности, а в том, что у нас есть отдельная случай, отдельный физический сервер, который только занимается тем, что помогает вам суммировать градиенты и применять их. AdBytePS, там есть с тех пор еще появилось несколько других статей, особенно про рекомендации. Это как раз общая штука. Совместимо с торчом, с со всем, что вы хотите. Репозиторий открытый. Кому интересно, потыкайтесь. Как они Optimal ищут? Optimal – это... короче, я сейчас могу ошибаться, но это примерно следующее. Это давайте попробуем посчитать на одной видеокарте, сколько примеров в секунду ты обрабатываешь, и умножить на число видеокарт. Как будто бы общение между видеокартами мгновенное. Ну и более-менее... На самом деле, это все, что я вам сегодня хотел рассказать. Это 20 или 21-го. Там же фоллоуап есть более новый. Смотрите по дереву цитирования. Ну, короче, параметры сервера живут и зажигают в ТикТоке. Что бы это ни значило. Что мы сегодня узнали? Ну, во-первых, существуют процессы, существует много еще других вещей, которые не процессы, например, потоки, но о них можно пока что не думать. Как процессы между собой общаются? Данные передаются. Ну, передают все, что угодно, как передавать данные между процессами. Да, есть абстракция pipe. Как он работает, помните, чем больше передаем, тем дольше страдаем. Что полезно передавать? Можно разделить на части модель и передавать данные, а можно разделить на части данные и передавать что-то размером с модель.
как вы только что сказали, я просто повторяю. Ну и есть некоторая идея под названием параметр сервера, которая позволяет вам делать эффективное распределенное обучение в таком режиме, но не обязательно, можно и без этого жить. А на сладкое давайте я вам на секунду покажу одну прикольную вариацию параметра сервера, где оно еще заходит. Есть такая тема, называется, может быть, слышали Lila Chess Zero? Lila Chess Zero. Не слышали, а я вам расскажу. AlphaGo все слышали? Вот, короче, AlphaGo, это DeepMind обучил крутую нейронку играть в Go. А у нее есть, короче, open source близнец. Ребята как бы воспользовались еще одним прикольным свойством параметра сервера. Параметр сервер, он не только позволяет эффективно работать, если у вас вычисление занимает разное время, как бы иногда некоторые вычисления занимают бесконечность времени, потому что тот, кто вам их должен был посчитать, умер. И Lila Chess Zero, они разбирают следующий сценарий. Они учат бота для шахмат. Каким образом? Они его учат. Где, черт подери, сайт? Они его учили на железе, которое предоставляют волонтеры. Буквально есть есть шахматисты, которые играют в шахматы с ботом. Есть шахматисты, у которых есть компьютеры, которые сейчас простаивают, и которые помогают это обучать. Там параметр сервер поднят на их мощностях, а воркеры — это простые, такие же, как мы с вами, в общем, citizen scientists, что называется, просто участники, которых не безразлично, которые приходят со своими железяками или просто коллаб открывают, но воровать у Гугла в пользу добра — это святое, и которые в параметр сервер просто отдают такие посчитанные апдейты. Там есть свои особенности реализации. Там в шахматах самое тяжелое — это вычислить как бы всю партию последовательно, и поэтому они именно это, собственно, раздают волонтерам. Но общая идея здесь какая? Параметр сервер, он позволяет вам в том числе нормально работать, даже если вам апдейты присылают ненадежные участники, которые могут в любой момент уйти. Что случилось, если вдруг вот вы параметр сервер, вы отдали задачу кому-нибудь, а этот кто-нибудь, вот он умер. Вот так сложилось, коронавирус. Да, просто ну и хрен с ним. Вот не пришел апдейт, ну вот другой апдейт пришел. Ровно на этом оно и выживает. И кажется, что это совсем все на сегодня. В смысле, нет, семинар, конечно, будет, мы сейчас все это закончим. Не настолько мощное. Давайте устроим, во-первых, перерыв до 19:40. А во-вторых, если у вас есть какие-то вопросы, то вот можно меня прямо здесь поймать или в Zoom сейчас спросить. Есть вопрос? Извини, тут сейчас параллелизм конкуренции между участниками. Сейчас. Zoom, можешь чуть-чуть подождать? Я скажу, когда. Хорошо? Как делается модуль параллелизм, не для линейных моделей, а когда вот у нас нейронка, там много слоев, и зависит друг от друга. Что там, если мы хотим кусочек модели в одном процессе обрабатывать, нам нужно как бы форвард предыдущей части сделать. Вопрос, повторю, для Zoom. Как делать модуль параллелизм, если у вас не линейная модель, а нейронка? Ну, нейронка состоит из чего? Из линейных слоев, свертка — это линейный слой, если что, и херни, которые ничего не стоят, например, релу. Как мы можем делать модуль параллелизм? Берем каждый линейный слой и его разбиваем также по нейронам, по кусочкам. А после каждого линейного слоя обмениваемся результатами, суммируем. У нас модель разрезанная вертикально. Да. И так модуль параллелизм делали с самого начала революции сверхсложных сетей. Это было еще в AlexNet. AlexNet учили на 2 видеокартах вот так. К текущему моменту можно эффективнее. Там же было, я помню, 2 куска последовательно. Из-за этого у него еще в одном типа палочки были, а в другом цвета. Так можно, но не обязательно оно параллельно. Да. Можно по-другому параллелить. Можно последовательные слои разделять на разные видеокарты. Это отдельная тема, которой мы подробно посвятим, короче, большой кусок 3-й части рассказа. Zoom, скажи, пожалуйста, что-нибудь. Ну, привет.
Привет. Вы что спросить хотели? Нет? Да, очень такой больше вопрос твоего опыта. Ты когда-нибудь видел распределенные системы не на картах V100, а на картах вот RTX 3090, на картах, которые не предназначены для этого? Про это подробно поговорим. Если коротко, да, спокойно работает. Все, что в пределах одного хоста, даже можно не PCI Gen 4. Типа спокойно обучается. А когда ты-нибудь видел виртуализацию 3090? Виртуализацию 3090 я не видел. Подозреваю, что NVIDIA очень не хочет, чтобы кто-либо когда это увидел. А нафига мне виртуализация? Ну, это больше по своей работе. Нам пришли карты 3090, а 100 мы не смогли заказать, так что, Я вас понимаю, возможно, санкции. ну вот. Смотри, короче, если коротко, локально 3090 все учится спокойно, хотя, как бы, ну, типа, в чем разница? Буквально, типа, в пределах одного хоста у вас A100 NVLink дает канал, если я не ошибаюсь, какие-то сотни гигабайт в секунду, там, типа, up to 300, смотря какая у вас конфигурация. 3090, она либо по PCIe общается, какие-то десятки гигабайт в секунду, либо попарный NVLink, а непарные видеокарты общаются как-то помедленнее. Если вы поставили NVLink между ними, это такой переходник для 3090. В чем здесь прикол? Если вы просто бездумно разделяете модель как попало, то на 3090 это будет действительно работать медленно. Но если помнить о том, что вы передаете и сколько вам это стоит, любое, сколь угодно, типа любой процесс обучения, который занимает больше там нескольких часов, распределять на несколько 3090 на одном хосте совершенно реально. Только нужно понимать, что вы передаете и как это оптимизировать. Про это поговорим через неделю. Хорошо, спасибо. Про сжатие как раз коммуникаций, которые, там есть несколько алгоритмов, которые, как правило, не мешают вам сходиться по итерациям также хорошо. Про виртуализацию, короче, ебать. Блин, я честно не знаю, как это вообще сделать. Там же они, если я не ошибаюсь... Блин, короче, а ты хочешь как виртуализовать? Ты хочешь это... Господи... Суть в том, что вот есть кластеры, 3 штуки, Да. и 20 карточек 3090. Точнее, нам сначала было 20 карточек 3090, и сейчас мы заказали кластеры. Да. И это все должны, это все надо распределить по студентам, чтобы студенты могли заходить что-то типа коллаба и пользоваться этим всем добром локально в нашем вузе. Короче, просто подними на них слерм. И пусть это будут физические карточки. Я думаю, что если хорошо конфигурировать слерм и не давать просто так судо, то жить с этим вполне себе можно. Просто чтобы они могли по SSH цепляться и делать, что сами хотят? Смотри, смотря какой у вас масштаб, SSH – это масштаб 10 человек, которые друг друга знают, если что, могут дать в морду, если наглеют. Slurm – это как раз способ починить SSH. Slurm – это, сейчас скажу, что теперь. А можешь написать, как он пишется? Вот так он пишется. Это, так, жидкость, наверное, это неправильное утверждение. Slurm, о господи. Workload Linux что-то, нет? Ну, давайте я попробую это найти. Ну, короче, да, Linux, наверное, это правильное утверждение. Короче, это популярная штука примерно на всех академических компах. Что это за штука? Это, короче, с точки зрения пользователя, ты можешь одну из машин назначить менеджером, условно, или, допустим, CPU-шную тачку назначить менеджером, и Slurm тебе дает такой интерфейс. Я хочу, значит, занять, допустим, 2 GPU, и еще 16 CPU, и еще 64 RAM на 8 часов как можно скорее. И оно там подберет, где это, на какой из машин оно сейчас свободно. Если у тебя несколько студентов параллельно хотят, они либо правильно последуются по машинам, либо выстроятся в очередь. Точно могу сказать, что Slurm поднимался на моей памяти поверх 3090. Точно могу сказать, что настройка Slurm – это некоторая головная боль в жопе. Да, именно так. Но как бы разовая. Если его один раз хорошо сконфигурировать, потом он будет работать. Что еще могу сказать? Сочувствую. Да, спасибо. Спасибо. Я как
Да, в будет. принципе, как бы просто в чем там беда, что NVIDIA прям явно пытается испортить жизнь тем, кто виртуализует 3090. Потому что, сам понимаешь, это способ заставить людей покупать что-то подороже. Кстати, а если не секрет, а где вы достали турбинные 3090 сейчас? Там еще Не, есть? не турбинные в этом. И это что, десктопы, что ли? Пришли десктопы. Блин. Я просто в свое время собирал массово сервера с 4 3090 турбинами. Знаешь, когда их можно в один юнит положить все, и пусть они все работают там поточно, ну, типа, как бы, на серверном охлаждении. И сейчас как бы беда их найти. Не, дело не в том, что нам пришли 30, нам пришли компы с 3090, мы сказали, что-то компы нам нафиг не надо, мы хотим сервер, мы вытащили из компов и заказали сервер. Ух, ять. Ребят, а вы их сможете в сервер-то воткнуть? Просто, Мы типа, заказали специальный, по размерам мы посмотрели. Понял. Мы Там была там прикольная штука. Короче, типа, можно я байку интервалу Да-да. на них? Короче, в одно время просто, типа, дисклеймер к тому, что сейчас происходит. Вот все, что сейчас происходит, это попытка уместить дешевые видеокарты геймерские в серверные корпуса, чтобы делать они Data Science задешево. Потому что те видеокарты, которые NVIDIA вам предлагает купить для Data Science, стоят как самолет. Собственно, как это устроено с точки зрения... Вот, короче, NVIDIA везде вставляет палки в колеса, мешает виртуализации. Ну, потому что NVIDIA пытается вам продать дорогие видеокарты, в которых палки в колеса не вставлены. Мешает делать виртуализацию. Даже по форм-фактору мешает делать так, чтобы... Даже по форм-фактору мешает их вставлять. И в итоге народные умельцы собирают специальные сервера, в которых консюмерские видеокарты. Я сейчас могу показать, как это выглядело в 2018 году. Сейчас экран пошарю. Вот буквально есть сервер, в котором какой-нибудь покажу пример. Сейчас экран-то видно? Да. Вот, короче, типа проблема. Вот это вот сервер, сюда вставляются видеокарты, и у сервер ожидает, что питание видеокарты проходит с определенной стороны. Ну, там, условно, сверху. И как бы у всех промышленных видеокарт, которые дорого стоят, оно с одной стороны, а у всех консюмерских с другой, чтобы вам пусто было. То есть, короче, вот, например, вид сервера другой конфигурации, у него видеокарты боком стоят штабелями, и у всех промышленных видеокарт кабели питания спереди, чтобы он как бы прям внутрь сервера уходило. А у тех видеокарт, которые консюмерские, кабели питания сверху, и на многих серверах они не влезают. Вот буквально не получается закрыть крышку сервера. Ну, а что придумали дата-сатанисты? Ну, примерно такой же костыль, как на Гугле. Давайте покажу. Сервер GPU Hump. Люди специально изготавливают крышки для серверов с выемкой для того, чтобы влезали кабели питания видеокарт NVIDIA, которые находятся с этой стороны специально, чтобы нельзя было делать такие сервера. Других причин нет. Они сваривают крышку. Просверливают дырки, такой вариант тоже есть, но он менее стичный. Вот это просверленные дырки. Это крышка сервера, из нее сверху хлам. Вот. Это я к чему? Лучше вам не знать, как выглядит сервера шада. Белериан собирался по бюджету за время аренды одной V100 на 2 месяца. В смысле, что там видеокарты сверху лежат. Короче, поговорим еще, как это в железе выглядит. У нас через неделю будут именно диплернинговые приблуды. Там даже поговорим, как оно выглядит, если дорого-богато, в смысле, если нас то. Да, это будет очень интересная лекция, типа, как оно когда-нибудь будет, когда снимут санкции. Но, в принципе, на самом деле можно и сейчас так стоять. Так, а мы с вами уже начинаем? Мы уже начинаем, походу. Сейчас. Вы видите мой экран опять? Видите? Надеюсь, что видите. Да, видим. Вот. Кстати, пользуясь случаем, типа вот эта вот история про Lila Chess Zero, про обучение шахмат на хламе. Сейчас так научились учить большие трансформеры, и в позапрошлом году в Шаду люди обучили большой Берт на студентах из Коллаба. Про это расскажу через неделю, когда про это будет. Сейчас.
Ну, расскажу коротко в дополнение к тому, что на серверах работает. Так, это я вообще не то открыл, извините. Я сюда. У нас есть язык 0.4, коллабовая тетрадка. И эта коллабовая тетрадка, это мы с вами сейчас будем знакомиться опять с основами. Будем учиться делать мультипроцессинг на питоне. Это полезно вам в основном для того, чтобы потом такой же мультипроцессинг будет на торче с ГПУ. Есть некоторый дисклеймер. Смотрите, мы сейчас с вами будем писать мультипроцессинг на питоне в коллабе. В коллабе у вас, если не ошибаюсь, на один инстанс дано одно ядро и 2 потока в одно ядро. Это означает, что, скорее всего, ускорение от мультипроцессинга в коллабе вы не заметите. Хотите ускорение, берите либо Kaggle, бесплатный инстанс, либо идите на сервер Rashad, либо возьмите, черт побери, свой ноутбук. Более-менее любая железка, которая выпущена за последние 10 лет и предназначена для использования человеком с руками, в смысле, это не Raspberry Pi какой-нибудь, даже ваш телефон, скорее всего, имеет несколько ядер. И уже даже на вашем телефоне или на ноутбуке вы заметите ускорение от мультипроцессинга. Не говоря уже о серверах Shadow, на которых может быть типа 50 ядер. Вот. А современные сервера, которые вы можете увидеть в компаниях промышленных или в академических, у них ядер может быть вот столько. Утилизация низкая, потому что кто должен на нем что-то обучить, сейчас читает вам лекцию. Нет. Я бы сказал, что очень даже неравномерное распределение компьютер-ресурсов. А в реальности сколько ядер нужно, если узким местом являются карты? Если узким местом являются карты, столько ядер не нужно. Если узким местом являются ядра, например, для препроцессинга, столько ядер нужно. То есть, короче говоря, как собираются сервера для ГПУ. Короче, поговорим через неделю. Я даже прям показываю, как они физически в стойке выглядят. Фоточки в интернете в основном. Может, покажу фоточку Белериан, как не надо строить ГПУ сервера. Так, а мы с вами начинаем в Python. Извините, правильно я понимаю, человек, который задонатил мне ноутбук, не с нами. Не с нами. Ну ладно, себе оставим. Да, ГПУ вам здесь не нужно, потому что мы с вами будем распараллеливать Word to Vec на CPU-шках. А мы именно про C делаем, не 3D, да? Здесь будет мультипроцессинг. Сейчас объясню, почему. В Python делать параллелизм на тредах – это заведомо гиблое занятие. Может кто-нибудь пояснить, почему? Там этот лог общий. Да. Есть в Python штука Global Interpreter Log. Она говорит буквально следующее. Сколько бы тредов вы не запустили, какие-то питонячие операции одновременно может выполнять только один из них. Вот тебе и параллелизм. То есть concurrency есть, параллелизма нет. Это все равно позволяет делать параллельно, например, параллельно читать файлы, параллельно ожидать сеть. То есть какое-то ускорение можно сделать, но для параллельных вычислений прямо на питоне вы, скорее всего, ничего не добьетесь. Разве что, если вы специальный код пишете, допустим, на NumPy, который будет отпускать Джил. Вот то, что мы на лекции разбирали, оно же все не обязательно именно на процах, то есть на тредах, по идее, тоже может быть. Да, то, что мы разбирали на лекции, оно работает в модели либо процессов и Unix-пайпов, либо физических серверов и TCP между ними, ну, сети в смысле локальной сети, ну или любых других вычислительных процесс-like штук и любых других каналов между ними. Потоки, они вносят некоторую свою особенность. В потоках обмен информацией между потоками, короче, можно иметь общую память между ними и обмениваться информацией так. Это дает некоторые плюсы. Но как бы потоки, как правило, как бы реальный параллелизм работает так. Все, что можно локально внутри одного процесса, вы параллелите на потоках, а между машинами вы делаете параллелизм на процесс. Так, короче говоря, пока у нас процессы, давайте пока познакомимся с базовыми процессами. Пока без ГПУ, но потом просто процесс будет выполнять код на питоне, который будет ГПУ, например, использовать. Давай. Если у тебя процессы на одном ядре что-то считают, процессы, да, то я на самом деле на это все без разницы, потому что это по ускорению. Здесь смешалось несколько правильных, несколько неправильных утверждений.
Джил в питоне работает между потоками в одном процессе. Два процесса работают без джила параллельно. Если у тебя есть только одно физическое ядро, то ничто на питоне или не на питоне не сможет заставить его считать две задачи параллельно, если это простое ядро, которое не имеет какие-нибудь хитрые оптимизации. Да. Да. Современные ядра имеют некоторый прикол. Современные ядра умеют делать такую штуку. На самом деле ядра процессора сложно загрузить на 100%. Они, сука, быстрые, данные к ним подтаскиваются долго. Поэтому на современных процессорах есть гипертрейдинг. Это когда у вас несколько очередей задач к одному процессору, и к одному ядру в одном процессоре, и вы ускоряетесь за счет того, что ядро процессора настолько быстрое, что оно разгребает одну очередь слишком быстро, очередь является узким местом. У вас две очереди задач лучше нагружает одно ядро. Но насколько это вам поможет с реальными вычислениями параллельными, это мы с вами сейчас увидим здесь. На одном ядре это может быть не очень эффективно. Давайте для начала поймем, как вообще в принципе писать такой код на питончике. Ну и для начала возьмем очень вычислительно тяжелую функцию. Самая вычислительно тяжелая часть нашей вычислительно тяжелой функции – это таймслип. Функция занимается тем, что спит какое-то время и считает что-то. То есть мы здесь эмулируем нагрузку вычислительную за счет того, что спим. Вот. Not unlike студенческая жизнь. Ну и для чистого эксперимента вот мы посчитали ее, значит, на обычном питоне без процессов, точнее с одним процессом, главным процессом. То, что вот считает ваши инструкции на питоне, это все-таки один главный процесс. И это заняло 6 секунд. Давайте, а вообще видно шрифт или побольше сделать? Окей. Если кому-то нужно побольше или поменьше. Нужно чуть побольше. Чуть побольше. Так, норм? Нет? Да, да. Окей. Смотрите, как сделать процесс в питоне? Самый тупой, простой процесс, который делает что-то независимое, никак ни с кем не общается. Это просто процесс, в смысле класс-процесс, который вы можете достать из модуля под названием multiprocessing. Смотрите, import multiprocessing as mp. То есть вот это multiprocessing, mp.process – это штука, которая позволяет вам создать новый процесс. Что вы можете процессу сказать? Вы можете ему дать на вход, что вычислить, функцию foo, или любую другую питоничную функцию на ваше усмотрение. Вы можете им передать аргументы. И на самом деле вы много чего можете ему еще передать. Там довольно богатый внутренний мир, там есть имя процесса, там, короче, много чего можно делать. И если вы создадите 10 процессов, которые будут читать функцию foo, то это займет 7 миллисекунд. Ну что, мы ускорились в 1000 раз? Или нет? Просто тайм не знает, когда процесс закончился. Да, особенно потому, что процесс даже не начался. То есть мы создали задачи, и это ничего не стоит. Мы можем также их запустить, и это будет ничего не стоить. Дольше всего ждать, пока они выполнятся и когда они закончатся. Давайте дождемся, пока они закончатся. Что мы здесь делаем? Мы их проходимся по всем процессам мгновенно, то есть не дожидаясь результатов, их запускаем, а потом дожидаемся результатов. Ну и можно заметить, что, во-первых, все заняло 1 секунду, а не 6. Ну окей, чуть больше 1 секунды, а не чуть меньше 6. В основном потому, что спать параллельно можно даже на одном ядре. Но второе, что вы можете заметить, это то, что ваши процессы, они завершаются не в том порядке, в котором было раньше. Как вы думаете, почему? Почему здесь не foo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а вот такое безумие? По-разному работают по времени. Да. Но сначала тот, который быстрее всех отработал. Да, совершенно верно. То есть, когда вы запускаете процессы, с момента запуска они друг с другом никак не синхронизируются. Они делают, что попало, в удобном темпе. Операционка пытается, если у вас ядер не 10, а меньше, пытается их как-то выделить им разные доли времени ядра, но если у вас несколько ядер, они могут честно параллельно считаться.
И здесь какой-то из слипов работает меньше, какой-то работает быстрее, поэтому этот процесс первым закончится. Вопрос? Почему у меня точно такой же порядок завершения процесса получился? 369, 741, Да. Почему у вас точно такой же порядок? Потому что сам процесс здесь спит какое-то время, зависящее от результата. И первым закончится тот процесс, который спит меньше всего. Если он спит случайное время или спит почти одинаковое время, 1 секунду плюс-минус погрешность вычислений, господи, то да. Что мы, значит, с вами поняли? Процесс можно создать, дать ему какую-то задачу. Процесс можно запустить, и до тех пор, пока вы не запустите, он ничего не делает. Ну и, наконец, процесс можно дождаться. Join ждет, пока ваш процесс завершится. И более-менее пока что на этом все. Чего не хватает для того, чтобы продуктивно распределять задачи в ML? Передавать данные и получать данные. Хочется как-то уметь общаться между процессами. И для этого есть pipe. Pipe вот такая штука. Можно вопрос? Давай. Что происходит на уровне железа? Ну, вот у нас в коллабе сейчас одно ядро. Мы создали 10 процессов. Да. Он просто в каком-то случайном порядке начинает их исполнять? Да, смотри. Когда ты запускаешь несколько процессов, и число ядер, либо одно ядро, либо ядер меньше, чем процессов, операционная система пытается как-то спланировать, что вот сейчас считается такое, сейчас другой. У нее есть некоторые модули под названием планировщик, который как раз занимается тем, чтобы процессы как-то сосуществовали. И когда они хотят чего-то вычислять, они спят, чтобы они не ждали слишком долго. Планировщик довольно сложная штука, зависит от операционки. У процессов есть приоритеты. Процессы ядра операционки будут иметь больше приоритет, чем какой-нибудь ваш мессенджер. И эта штука, она подробно изучается на курсе операционной системы, который в Шаду есть. Нет? Короче, на Акосе. Если же у вас несколько ядер, то просто каждое ядро, оно эти процессы... Если у вас ядер больше, чем процессов, то у вас каждый процесс будет считаться совсем параллельно, считайте, что независим. Ответил на вопрос? Да, спасибо. Окей, теперь про общение между процессами. Как сделать pipe? MP-pipe. Заметьте, pipe – это способ общаться между процессами на одном сервере. То есть вот в одной физической машине. Если у вас несколько серверов, как общаться? Нет, есть. Connection is unstable. Восстановился Zoom. Вроде сдох на минуту. Да, я думаю... Мы вас ждали, мы это заметили и ждали. То есть что происходит? Как бы pipe – это в питоне общение между процессами на одной машине. Хотите между машинами, создайте другую штуку, типа сокет, например. Или там request используйте. Это будет работать точно так же, только, ну, в смысле, по алгоритмическим свойствам, только будет работать медленнее, потому что интернет обычно медленнее, чем одна локальная машина. Так вот, как работают пайпы? В пайпы можно send и reqv. У пайпа есть два конца. В один конец что-то положили, оно катится, в другой конец прикатилось. В пайп можно положить просто байты, send bytes, а можно положить туда что-то, какой-то передающий объект. Как вы думаете, как передающий объект передается через пайп, если внутри пайпа умеет передавать только байты? Ну, в JSON не все можно положить. Как вообще записать питонящий объект произвольный? Сериализовать его, а потом десериализовать. Да, пайп, когда вы в него что-то передаете, он делает из вашего объекта байты, передает байты и с той стороны их читает. Что это значит? Чем больше у вас байт, тем дольше оно передается. Да. Ну и когда вы делаете send, это вас не блокирует. Вы можете сделать send и после этого продолжить выполнение. Глобальные переменные уместно использовать? Глобальные переменные для общения между процессами в принципе можно использовать по-умному, если вы форки делаете. Но их нужно объявить до того, как вы эти процессы создали. Короче, про другие способы еще поговорим. Там еще shared память будет глобальная. Сейчас все это будет. Про pipe принцип работы такой. Pipe можно передать в процесс в качестве аргумента на входе.
и потом сколько угодно раз делать в него send, сколько угодно раз делать в него rect. Гарантируется, что rect примет результат в том же самом порядке, в котором был send. Как вы думаете, есть ли какие-нибудь возможности? Я вам сказал, что сейчас все операции работают мгновенно. Что нужно? Есть ли какая-нибудь операция здесь, которая будет работать не мгновенно, которая будет ждать? Если мы сделаем третий ресив, у нас код стать должен, по идее. То есть, если вы сделаете еще один раз rect, то оно замерзнет, пока кто-то не сделает send. Что в данном случае означает, что замерзнет навечно, потому что... Что? Не блокирующее чтение. А как делать не блокирующее чтение, если там нет ничего? Делаете чтение с тайм-аутом 0. Либо прочитай, либо бросай тайм-аут. Да. И, как правило, есть тот или иной механизм тайм-аута, либо напрямую в пайпах, я уже забыл, либо, может, есть другие абстракции. Кажется, что у пайпа такого нет, но внутри, как правило, есть способ сказать, прочитай это, но, если занимает слишком много времени, то откажись. Нам пока важно, что вот он такой, блокирующий, простой пайп, что в него можно send, в него можно rect. И вот уже с такими двумя спичками и желудями, с такими двумя абстракциями вы можете распараллелить вычисление compute and send чуть более продуктивно. Смотрите, у пайпа нету буфера размера, типа, что мы больше там сколько-то байт слать не можем? 64 килобайта. Если не ошибаюсь, все-таки побольше, объекты можно большие слать. В пайпе под капотом, пайп, он как-то реализован, у него есть максимальный размер, он достаточно большой, чтобы вас это не парило здесь, но давайте так, как минимум пайп упирается в размер вашей оперативки. На самом деле он закончится еще быстрее. Засунуть там терабайт данных в пайп, скорее всего, сломается. Но идейно вам не мешает поделить на части. Размер буфера, что важно понимать? Если вы кладете данные в пайп, они где-то хранятся. Вы на все, что лежит в очереди на чтение, а что еще не прочитано, вы тратите память. Магии нет. Нет такого, что алгоритм может делать полифилин по памяти, что вы спрятали данные в пайпе. Вообще, по идее, блокироваться может, когда пишешь больше, чем буфер. В плане там размер буфера запишешь, а дальше блокируется запись. Зависит от реализации. Вообще, пайп зависит от операционной системы. На Windows работать будет не так, как на Linux. Да, то есть, если вы хотите общий алгоритм, завязываться на конкретные особенности пайпа на Linux не обязательно. Особенно, давай. Linux же разный, оно в ядре прописано именно. Оно для разных Linux оно будет работать одинаково. У Linux есть настройки, которые из-под судом можно поменять, и у пайпа будут разные свойства. Даже так. То есть нет гарантий. Да, короче говоря, если вы хотите, чтобы ваша программа работала на чем угодно, лучше не завязываться слишком сильно на размер пайп. Если вы думаете о том, сколько максимально данных можно уместить в пайп, скорее всего, вы уже насилуете пайп. Вы уже где-то на грани разумного. А пока что давайте подумаем, как это использовать. Смотрите, до этого мы написали параллельный код, который занимается вычислением каких-то результатов, и после этого никуда их не кладет. Вы вычислили результат и выкинули его. Не очень полезный код. Вы, конечно, можете его в файлы сохранить, чтобы как-то синхронизироваться, но еще лучше сохранить его в пайп. Давайте рассмотрим пример кода, который использует процессы и пайпы. У нас есть функция compute, которая считает синус, speed, но в конце она не выбрасывает результат, она его записывает в пайп, который ей в качестве аргумента передан. А главный процесс у вас создает пайп, один его конец просовывает, сайт B просовывает в процесс worker, а другой конец записывает себе в список. Как вы думаете, зачем? Результат еще прочитать надо. Совершенно верно. И вы можете также запустить процесс, и теперь вы из пайпа достанете результат. О чудо. PipeRecv здесь дожидается, пока вы не получите результат в пайп. Смотрите, по умолчанию, что еще важно знать? Пайп в питоне – это способ общения, вообще в целом пайп как абстракция, способ общения между двумя процессами. Записывать в один и тот же пайп из разных процессов – плохая идея. Вообще-то говоря, может сработать, а может сломаться. Пайп не гарантирует, что если два процесса пишут в пайп параллельно, там ничего не сломается.
Как правило, если вы пишете большие какие-то объемы данных в pipe, он там внутри делит на части, и, скорее всего, там части одного процесса с частями другого процесса соберутся, типа, перемешаются, и в итоге вы сломаетесь. Вообще говоря, pipe по умолчанию лучше зафиксировать за одной парой процесса как бы левого, процесса правого. Есть способы общения, которые много процессов поддерживают, по них проговорим через момент, пока что вот он pipe. Пайп дорогой с точки зрения памяти процессора? То есть по пайпу на каждый процесс можно? По пайпу на каждый процесс почти, наверное, можно сделать. Квадратично пайпов, наверное, уже надо хорошо подумать. Пайп работает со скоростью вашей оперативной памяти. Ну, по умолчанию. Как бы зависит от операционки. Он резервирует буфер или динамически? Что? Он под буфер резервирует место или буфер динамически? И это зависит от операционки. Ну и еще пайп может быть дуплексный, не дуплексный. Дуплексный значит, что писать можно и с одной стороны в другую, и с другой в одну. Это как бы два пайпа в две разных стороны с точки зрения нашей абстракции. А не дуплексный пайп — это когда можно писать только из из одного в другой, я уже забыл. Да, из сайт B можно писать, из сайт А можно читать. Как мы это здесь у себя используем. Ну я это еще и написал. Себе специально, чтобы не забыть. Короче, мы написали первую программу, в которой есть процессы, есть пайпы. Давайте попробуем ее... Окей. Давайте по ней, есть ли какие-то у вас вопросы, есть ли какие-то ощущения, что в них что-то не так. Можешь повторить, что плохо делать, чтобы они пересекались? Представьте себе, что мы создали один пайп на всех. Все понятно, что плохо. Тогда, когда разные процессы пишут в пайп, они случайно могут делать это одновременно, и это будет работать плохо. Иногда может прокатить. Но в общем случае, как бы, если есть шанс, что процессы одновременно делают pipe send, может сломаться. Если такого шанса нет, если вы прям специально написали код так, что процессы всегда в разное время пишут в пайп, как-то так гарантируете, то все будет хорошо. Ну, а теперь как бы мы познакомились с самым базовыми интерфейсами, буквально процессы pipe, как вот со слайдов. Теперь давайте попробуем сделать с ними что-нибудь более сложное. Извини, пожалуйста, скажи, пожалуйста, ноутбук-то нужен? Окей. Ну, ладно. Конкретно этот семинар устроен так, что в основном, типа, смотрим на экран и тупим. И извини, что так получилось. Я вообще не понял, что произошло, почему нас не записывают, но так получилось. Хорошая новость, что конкретно эта лекция запись прошлого года норм, а для следующей мы поменяем, мы убедимся, что все будет хорошо. Короче, пайпы процессы, конечно, хорошо, но иногда вам хочется не создавать по миллиону пайпов, иногда вам хочется чуть-чуть более, не знаю, более удобные абстракции. Иногда вам хочется, чтобы какие-то типичные способы там, раздачи задач, сбора результатов между процессами за вас сами написались так, чтобы не приходилось вручную каждому процессу создавать пайп. В мультипроцессинге есть несколько дополнительных примитивов, несколько специальных объектов, которые позволяют вам писать код, который чуть более абстрактный, чуть более просто читается. Один из них — это queue. Queue — это буквально многопроцессная очередь. Много процессов, значит, вы можете создать одну очередь и в нее откуда угодно писать, откуда угодно читать. И вам гарантируется, что ничего не сломается. Что если вы объект положили в очередь, то рано или поздно его можно будет считать. Но платите вы за это более медленной скоростью. Ну, типа, там очередь специально проверяет, что никто параллельно в нее не пишет, это стоит вам времени. Понимаете ли вы, что здесь происходит? Ну, функция B кладет в очередь элемент. Функция А пытается вытащить два элемента. Как так получается, что у функции А получается вытащить два элемента, если функция B кладет только один? Ну, может, мы функцию B запустим два раза. Все верно. Вот мы ее запустили два раза. И вот функция А получает два элемента. А у нас, если мы А вызовем после Б, ничего не сломается?
Он просто ничего не сломается, но он, ну, типа, ничего не сломается, потому что вы гарантируете, что очередь ждет результат. То есть get, если у вас нет результата, он будет, ну, он зависит, пока результат не появится. Здесь, кстати, есть тайм-аут. Здесь, кстати, есть еще get no way. Как думаешь, что это такое? Жди или Без тяни. тайм- Да. Попробуй, если там что-то есть, то get, а если нет, то верни нони или упади с ошибкой. То, что вы просили, специально для вас сделано. А почему мы Б не дожидаемся, не без джойним? Ну, не джойним. Потому что Потому А что у нас главный... Ну, мы здесь раньше вообще ничего не джойнили, и поэтому он запускал процессы, и даже вам логи не писал, потому что, ну, как бы, клетка закончилась, процессы на фоне работают. А join гарантирует, что логи придут. Почему? Потому что так получилось, что процесс А закончится последним. Ему нужно гетнуть то, что все до этого уже запутили. То есть он не сможет, как бы, процесс А закончится гарантированно после процесса Б, потому что, чтобы get заработал, нужно, чтобы put закончился. То есть джойном нужно только, чтобы логику гарантировать. В принципе, если мы знаем, что А завершится тогда, когда точно завершится Б, то мы можем proc B join не вызывать. Join вам, как правило, нужен для того, чтобы не сойти с ума. Join вам нужен для того, чтобы у вас не случилось, что у вас на фоне создается бесконечное количество процессов, чтобы эти процессы бесконтрольно непонятно сколько жили. То есть, вообще говоря, join – это способ убедиться, что процесс завершился. Есть ли мысли, что делать, если процесс не завершился? Вот если у вас какой-то процесс работает, допустим, вы случайно создали процесс, который работает слишком долго. Да, разработчик или процесс? Наверное, скорее процесс. Процесс можно убить как? Можно сделать terminate. Это убьет его в произвольный момент. При том, что если процесс убили в момент, когда он писал в пайп, то, скорее всего, пайп тоже сломается. Да-да-да. А еще на самом деле процессы можно terminate, можно kill. Kill номер к этого отправить. Еще? А можно номер команды в kill отправить, как в Linux? Кажется, что можно. Короче, когда-то можно было interrupt, но вроде закопали. Можете объяснить, кто умеет в ACOS, в чем разница между kill и terminate? Kill посылает номер команды, и там есть разные команды, которые можно... Что нет? Если это сигнал, то terminate можно проигнорить или обработать. На самом деле вы оба правы. Давайте я проверю, есть ли у kill возможность сказать, как именно kill. Так. Нет, нельзя. Да, он seek-kill отправляет сам. Да. А в чем разница между seek-kill и terminate? Но seek-kill можно обработать или проигнорить, а seek-kill нельзя. Да. То есть операционные системы написаны так, что, в принципе, когда вы говорите «убить процесс», он может сказать «а вот нет». Типа «пошел нахер». Или он может отработать ваш kill и, допустим, умереть не сразу. А seek-kill устроен так, что, как правило, если вы что-то убиваете, то оно умирает. Если в вашей программе в рамках нормального исполнения нужно делать seek-kill, попробуйте ответить себе, почему без этого не получается. То есть seek-kill – это прям очень сильное колдунство. Это что-то, что прям это непросительное заклятие, буквально. Это та самая абанкедавра. Для того, чтобы его использовать, нужно хорошо себе объяснить, почему именно его вы используете. Ну и теперь что, смотрите, что происходит. У вас есть процессы, вы можете между ними общаться, вы можете их запускать, можете их дожидаться. Еще вы можете их по-разному не дожидаться, если вдруг так сложилось, особенно во время отладки. В принципе, в мультипроцессинг, в МП есть еще большое количество других полезных вещей, которые позволяют вам удобнее общаться между процессами. Например, есть специальная такая штука, называется MP-event. Она работает, как будто это пайп, в который посылается либо true, либо false. Буквально штука, которая может быть, это событие бинарно, либо произошло, либо не произошло. Его можно дождаться. Внутри он устроен чуть хитрее, он соптимизирован, но в принципе его можно написать поверх пайпа. Это просто будет пайп, в который посылается true, если событие произошло. Что еще есть? Есть лог. Кто умеет в ACOS? Скажите, что такое лог? Ну, это что типа мьютекса, мы его берем, чтобы никто... Да. Он должен вернуть объект, который, если мы заблокировали, никто его не сможет взять. Да.
Лог – это такая штука, которую, если вы ее используете, потом разберем пример, она гарантирует, что ваш процесс пишет, что ваш процесс вот делает то, что вы делаете внутри лока, только сейчас один ваш процесс, никакой другой процесс это делать не может. То есть, как бы, что только один процесс пользуется локом в один момент времени. Например, это может быть полезно, если у вас есть пайп, и вы в него пишете с разных процессов. Короче говоря, есть много всякого. Лучше, если мы сейчас это будем не заучивать, а разбирать на примерах. GIL – это Global Interpreter Log. Но GIL, он работает внутри одного процесса на разные треды, а лог работает между процессами. То есть это более сильное колдунство. А я правильно понимаю, что вот мультипроцессинг, он запускает вторую версию интерпретатора в системе? Мультипроцессинг запускает, да, буквально второй такой же интерпретатор, только не интерпретатор, а процесс на питоне, он не совсем интерпретатор, это просто питон. То есть, как вот если вы говорите питон что-нибудь, если запустить два процесса, вы можете буквально как бы то же самое добиться, если вы скажете питон процесс и питон процесс 2.py. Идейно это ничем не отличается с точки зрения того, как это выполняется. Ну и давайте, чтобы мы сейчас не пошли в бесконечную широту и не разобрали, не расползлись там на миллионы разных особенностей, как же правильно убивать процесс, давайте лучше так. Смотрите, есть процесс, pipe и queue. Давайте с помощью этого напишем что-нибудь полезное. И, коль скоро мы обучаем голове, вот смотрите датасет, Википедия. Давайте попробуем этот датасет сначала препроцесснуть, а потом обучить на нем голове. И в этом нам пригодится мультипроцессинг. Помните, как устроен Гловия? Там есть матрица встречаемости, вы эту матрицу будете приближать вашей модели. Но для того, чтобы матрицу приближать, наверное, нужно сначала ее посчитать. А для того, чтобы матрицу встречаемости посчитать, какую размерность у матрицы встречаемости? Размер слов на размер слов, количество слов на количество слов. Так, количество слов на количество слов. Для того, чтобы эту матрицу посчитать, вам нужно сначала разобраться, какие у вас вообще бывают слова. И первая задача, которую мы с вами сейчас посчитаем параллельно на мультипроцессинге, это подсчет всех слов, которые у вас есть. Буквально word count. И давайте мы с вами попробуем именно конкретно эту задачу разобрать вместе за пошаренным экраном. У нас сегодня совсем база, поэтому важно все понять и простить, чтобы потом на следующей неделе вы могли разобраться с ДДП, в котором те же самые процессы, только уже видеокартами пользуются на торче и нейронки обучают. А через 2 недели смогли запустить огромную модель. Так, данные есть. Видите, data train текст какой-то выглядит так. Здесь, как скоро мы с вами мы же не на курсе НЛП, мы на курсе эффективного DL. Как бы NLP-шный код за вас написан. Смотрите, берем тексты, берем батч текстов, применяем к ним функцию countTokens. Что она делает? Посрать, возвращает на словарь и суммируем этот словарь в общий словарь word-counts. Работает, как-то работает, что-то долго работает. Давайте попробуем померим, сколько оно работает. Ну вот TQDM говорит, что секунд 30 будет работать. Есть ли мысли, как быстрее? Batch count в каждом отдельном процессе делать, а потом каунтеры сложить. Да, можно посчитать count tokens в каждом отдельном процессе и потом сложить их, например, в главном процессе. Давайте попробуем так сделать. Я сейчас напишу на коллабе, это будет на одном ядре, хрен что ускоришь. Потом попробуем ускорить, я запущу этот код собственно, на некотором сервере, где ядер побольше. Смотрите, есть вот оно. Давайте попробуем написать такой код, чтобы он работал параллельно. Ну, во-первых, нам пригодится создать процесс. Что будет делать процесс? Получать батч. Получать батч. И запихивать его в count tokens. Высчитывать. Запихивать его в count tokens. Ну, давай назову это batch текст для полного счастья. Засунуть его в count tokens.
Ну, там параметры топ-к, vocabulary Да, size. топ-к передадим. Топ-к через нижнее подчеркивание. Спасибо. И что дальше? Засунем в каунтер. Ну, вот это вот. И это все надо в какой-то пайп записать, либо куда-то сохранить. Да, нам пригодится какой-нибудь пайп. Мы в этот пайп будем писать. Как это написать? Put, или какая там была функция, не помню. Send. Вот. Да, подсказка перед вами. Ну. Давайте я каунтер только сделаю уже в конце. Почему? Потому что каунтер, ну, типа, это сложная структура, она дольше сериализовываться будет. Это небольшая оптимизация. Что здесь происходит? Есть count tokens. Есть count tokens. Давайте мы куда-нибудь это запишем. Count, например. И скажем pipe send count. А теперь давайте запустим процессы, которые будут это считать. Ну, for batch start int range. Вот это вот копируем. Range. Batch текст оставляем. Оставили. А потом pipe. Блин. Pipe. Да не pipe. Мы worker не создали же. Да, да. создать воркера, но pipe нужен. Да. Создали process. Давайте сидим pipe. Left and right end. Теперь надо в этот процесс запихать batch текст и right end. Ему в качестве акции можно передать batch текст и right end. Положить left end в какой-то массив. Left end в какой-то массив. Ну и потом оттуда считать. Это, в принципе, будет, ну, как бы, какой-то массив заведем. Sum array. Append left end. А можно как-нибудь сделать так, чтобы у нас на всех них был один примитив синхронизации, одна структура? Можем пайп создать до этого. Можем создать вне пайп цикла. заранее, но как тогда убедиться, что в пайп не будут писать разные процессы? Ты же говорил, какая-то очередь есть. Ку-ку-ку. Да, давайте, смотрите, вы решение на пайпах почти полное сделали, давайте на Q еще сделаем решение. Ну, то же самое, только Q создается один. Q создали один. И передаем его. Только вместо N там put был. И передаем ее. Ну, а тогда здесь будет как бы, здесь будет Q. Ну, или давайте даже, я сейчас глобальную переменную создам Q. Она глобальная, как бы, но обновлять, менять глобальными процессами можно только переменные, можно только структуры, которые специально из мультипроцессинга написаны так, чтобы они работали между процессами. Почему именно, сейчас разберем. Что там, Q, да? В процессы перекидывает. Да, но при этом, если один процесс обновил что-то в глобале, просто какую-то переменную, там a равно 5, она в других не обновится. Это касается только специальных таких структур типа Q. Ну, тогда надо удалить ее из этого. Ой, судя по тому, как работает обычно Юпитер ноутбук, глобал там огромный, он же очень много должен перекидывать между процессами. Да. Linux умеет умно копировать. Смотрите, если ты копируешь только на чтение, а не на запись, то ты можешь это сделать как бы виртуально. А можно вопрос? Что у нас эффективнее получится? Что сейчас мы создадим кучу процессов на каждый батч-текст, либо мы могли разбить len-текст на какие-то участки, там типа от 0 до 10, от 10 до 20, и в каждом процессе запустить тупо вот такой вот цикл, только по меньшему числу индексов. Есть один способ узнать, скорее всего, второй способ будет быстрее. Я сейчас пытаюсь написать не оптимально, а хотя бы как-то. Давайте что-нибудь напишем. Ну, сейчас, например, решение еще не полное. Ну, mProcess, target works, а теперь надо, ну, запустить этот процесс. Оно запустится. Как его запустить? Start. Отлично. Запустили. А теперь for batch, for и in range, ну, на что делим? У нас 10 там было. Да можем такой же range использовать. И высчитываем каунтеры из QE-шечки и суммируем их.
Сейчас что-нибудь скажу. Давай лучше ты мне скажешь, что с кодом. Прок надо сохранить. По нижнее подчеркивание in этот range, мы же его ничего не используем. Окей, int range, in вот такой-то range. Что с ним? Токен counts плюс равно QE. Counter от QE. Я counter забыл внутри сделать, но как забыл, намеренно опустил. Counter от QE. Давайте посмотрим. Сейчас у нас джойнов не хватает. Джойнов не хватает. Это правильный комментарий. Пожалуйста, когда будете делать это на баллы, не забудьте сделать джойны. А мы же с QE-шечки не высчитаем больше, чем... Ну, типа, мы же все равно будем ждать... Это правда, да. Сейчас, у нас же там тайм-аут может случиться, и мы как бы без джойна можем не дождаться ответа. Умолчанию, давайте так, этот код для примера работать будет. Когда будет писать хороший код, пожалуйста, напишите так, чтобы джойны дождались. И что мы здесь сейчас наблюдаем? Оно работает, смотрите, первый цикл T-Range прошел почти мгновенно, 1 секунда. Почему? Потому что он почти ничего не делает, он запускает процессы, не дожидается. А второй, смотрите, как работал. Он сначала долго ничего не делал, а потом очень быстро все посчитал. Как вы думаете, почему? Ну, пока все процессы обработались, они еще параллельно на одном ядре пытались обработаться, им было сложно. То есть на самом деле, пока он говорил 0 из 10, работа шла. Все процессы параллельно как-то пытались считать токены. А потом они примерно одновременно, худо-бедно, токены насчитали. И мы видим, что это заняло 27 секунд. Как оно раньше заняло, там примерно 27 секунд, может даже чуть поменьше, а так оно и сейчас заняло 27 секунд. Потому что у нас одно ядро, здесь параллелизм вам почти ничего не дает. Давайте попробуем этот код запустить на чем-то, где есть параллельные ядра. Я сейчас это попробую при вас сделать. Можно еще раз? Зачем нам тут join нужен был? Для того, чтобы убедиться, что ваши процессы случайно не остались где-то там дохлые. Это это не то, чтобы прямо здесь конкретно железно нужен для корректности. Это правило хорошего тона, чтобы случайно не написать себе зомби-процесс. То, что каждый процесс завершился и вернул что-то. А то иногда бывает, что нет, и так вы об этом никогда не узнаете. Так, что я вам хотел показать? Я вам хотел показать эту же тетрадку, запущенную на сервере, где есть чуть-чуть больше ядер. 1 секунду. Я проверю, что она работает. Ибо не факт. Кто я, где наш код. Это датасет, это мы загрузили в Wikitext. И сейчас еще. Вот он токен хаус. Давайте попробуем замерить, что не факт, что сейчас будет быстрее. Я сейчас попробую это показать. Так, что видим? Токен counts определяем. Он еще 5 минут будет датасет качать. Блин. Ну, пусть скачает. Нет, ладно, не пусть скачает. Давайте я это... 2 минуты уже будет. Хотя нет. Давайте я датасет чуть уменьшу здесь, локально. Будет Wikitext 2 row 1. Он меньше. Кажется, что вот он сильно меньше. Хороший вопрос. У кого из нас много ядер? На ЛТК не работает. Черт подери. Это потому что я окружение сломал. Дайте мне секунду. Нора, а не Нора, это некоторый частный сервер. То есть это какая-то машинка, которая, это ее имя хоста, которую, локальная не покажу. Вообще все приватно, вообще ничего не видно. Так, кажется, окружение имени себя я, наверное, не сломал. Давайте проверим. Ну, Matplotlib нам, наверное, не нужен, правда, да? Хочется верить. Я все это не запускаю, потому что проверить, он вообще будет быстрее работать или нет. Install NLTK.
А может, здесь Wikileaks 103 есть в этом окружении? Давайте я быстро проверю. Смотрите, нет, нету. Нифига нету. Ладно, вернемся к Wikileaks 102. И давайте еще что-нибудь запустим, а то уж совсем страшно. Так, давайте сравним два решения. Первое решение, то, что здесь было раньше, я все откачу. Все откачу. Откатил. Накатил. Решение первое делаем такое. На одном ядре. Занимает 6 секунд. Делаем то же самое параллельно. Занимает 1 секунду. Ну, на самом деле, 1,5 секунды, просто как бы 1/4. То есть почти линейный скейлинг. Как вы думаете, что будет, если я batch size уменьшу с 10 тысяч до 1 тысячи? Будет больше маленьких шагов, но время на самом деле уменьшилось. Как вы думаете, почему? Почему стало быстрее? А что еще стало лучше вот на том огромном сервере от того, что batch size стал не 1/4 датасета, а 1/37 датасета? По пайпу быстрее передается. Ну, я бы не сказал, глобальных данных мы столько же передаем. Датасет копируется, ну, это правда, но он копируется больше раз. То есть всего каждое данное пересылается 1 раз. На том сервере очень много ядер. Почему это выгодно? Так, нет, почему много ядер лучше работают с маленьким батчом здесь? Ну, у нас либо на одно ядро много данных, он долго их обрабатывает, либо много ядер обрабатывает маленькое количество данных. Они быстро с ним справляются и возвращают. Да. У меня тупое... Вот этот сценарий, сейчас давайте быстро договорю, этот типа batch size 10 тысяч обрабатывается максимум на 4 ядрах, уже 4 задачи. Эта штука может параллельно работать на 37 ядрах. Здесь, если не ошибаюсь, о господи, 64 ядра на этом сервере, что ли? Вот, у вас вопрос был? Ну, точнее, не вопрос, больше предложение увеличить текст до размера 100 тысяч, чтобы можно было с прошлым сравнить. Давайте попробуем. Давайте я вообще миллиард сделаю. Блин, я все сломал. Именно размер входных данных у нас текст умножить равно какому-нибудь 100, чтобы не на 5 и 1 секунды смотреть, что можно считать и равных погрешности, а на чем-то конкретном. Окей. Сейчас он только запустится. Или не запустится. Походу Zoom повис, или я повис. Вас слышно, но картинка повисла. Это... Все, картинка двигается. Сейчас отвиснет. Все, Еш тоже двигается. Да. На одном, с огромным батчом работает за 6 секунд. Потому что работает на одном ядре. Мораль ебать такова. Много ядер, параллелизм полезен. Кто бы мог подумать. Мы не зря это писали. И более того, ваш даталодер с NumWorkers ровно так и работает идейно. У него есть очередь результатов. Он туда накидывает результаты. Препроцессинг делает в разных процессах. Чтение из диска делает в разных процессах. Вам нужно писать аккуратно, с джойнами, с проверкой корректности. Это здесь. На коллабе не обязательно, чтобы было быстрее. И дальше вам придется написать штуку, которая считает матрицу совстречаемости. Тоже, как бы, это некоторая практика, попрактиковаться, как сделать эффективный... Как сделать... Там принцип точно такой же будет. Да, извините, я, походу, где-то продолбал, что-то забыл выполнить. Вот это забыл выполнить. Вот, видите, well done. Смотрите, второй шаг в главе. Вы выбрали слова, нашли, какие слова у вас есть. Теперь для каждого слова, для каждого другого слова строите матрицу встречаемости. Это можно считать тоже по-разному. Можно считать матрицу встречаемости по квадратам и потом ее конкатенировать. А можно считать несколько матриц по разным кускам данных, а потом их суммировать. Проще суммировать, делать как хотите.
Извини, ты руку поднимала или случайно совпала? Случайно совпала. Это вам предстоит делать самим. Я пока притворюсь, что у меня матрица со встречаемостью почиталась параллельно. На самом деле, надо будет читаться бейзлайном последовательно. Вот именно. Так, смотрите, мы сейчас с вами распараллелили самое простое, что можно параллелить в питоне. По сути, это такая операция map. Операция map, когда вы считаете независимо одну одинаковую функцию к разным данным. Ну и на самом деле, если у вас очень много ядер, то это наш подход к параллелизму, он несколько неоптимальный, он начнет тормозить. Надеюсь, что вам видно доску, я сейчас буду что-то говорить. Когда вы делаете, когда у вас очень-очень много ядер, вот такой код, который мы с вами написали, он будет упираться не в вычисление со встречаемостей, вот такой код, а будет упираться в суммирование их здесь. Потому что суммируете вы их на одном ядре. Скажите, можно ли как-то ускорить суммирование? Можно половину суммирования на одном, половину на другом делать, потом вместе сложить. Ну, типа partial sum. Это правда, можно суммировать по разным ключам. А можно как-то одно число суммировать? Типа, окей, можно ли как-то просуммировать просто вектор из чиселок в одну чиселку эффективнее, чем на одном ядре циклом? У вас есть... Такое нужно одну глобальную сумму посчитать. Ключей. Как такое просуммировать эффективнее? На половине это суммирование, потом еще половину. Да. Ну, для начала на двух ядрах. Как это просуммировать? Ты понял общий алгоритм? Давай я пока сейчас заставлю придумать часто. Пополам. Да, сначала первый процесс считает первую половину, второй считает вторую половину. Просуммировали, потом вы складываете два числа. А если у вас 4 ядра? Такое дерево. Да. Если у вас 4 ядра, в принципе, вы можете все и на одну просуммировать четвертинки на одном процессе, а сделать так, что у вас первая четвертинка считается, суммируется со второй на одном процессе, а третья с четвертой суммируется независимо на другом процессе. Чего не хватает для полного счастья? Да, просуммировать сумму по четвертинкам, как бы уже половинки, в полную сумму. А если у вас не 2 и не 4 процесса, а 2 в степени? Да, ну или логарифмическая дирекция. Как такое закончить эффективно? Вот как бы индивидуальные числки на питоне лучше не суммировать, для этого есть NumPy, он внутри мультипроцессинг сумму именно так и ходит. Да и на ГПУ она в торче точно так же работает, только на ГПУ. Там ядра особенные, тупые. Так вот, простые операции мы параллелить научились. Теперь давайте научимся параллелить более сложные операции. Смотрите, как Карнс посчитали, вот она матрица ок. Ну, как бы здесь есть некоторая вставка, как бы в питоне на самом деле для операции map есть готовый примитив, называется pool. Он может применить map прямо за вас, без очереди, в смысле, с очередью, но очередь будет внутри. Есть JobLib, это библиотека, которая делает тоже map чуть более удобный. Но это, как бы, это вам еще предстоит сделать на ваше усмотрение. А теперь давайте, собственно, самое главное, что здесь можно посчитать. Давайте, наконец, научим модель. У нас есть словарь, есть k-occurrence. Словарь мы честно посчитали параллельно. K-occurrence я посчитал последовательно, потому что я ленивый, а вам предстоит посчитать нормально. Давайте теперь учить Глове. Целиком мы Глове за сегодня не обучим, но важно понять общий принцип. Вот здесь вы напишите, собственно, сам Глове по формулке, черт подери, где формулка? Вот отсюда, заскриншотено из лисёниновых слайдов. Знаете, каноничная Глове. Вот подсчет лосса, и там где-то еще что-то будет. Да, это... Ох, ё. Короче, эта штука считает просто веса для усреднения. Здесь вы считаете целиком лосс, а здесь градиент лосса. Как вы кого-нибудь спишете. Вольфрама, например. А дальше возникает вопрос. Смотрите, у вас есть гловья матрица, которая большая довольно. Размер какого? Сколько у вас обучаемых параметров в глове?
Размер словаря на размер эмбеддинга. Да. Количество слов, например, 100 тысяч, на размер эмбеддинга, например, 100. Итого это какие-то миллионы чиселок. Чё? Да, еще есть bias, это как бы плюс еще одно число к размерности. Это довольно много. Это, конечно, все равно дешево передать локально, но сделать такую штуку, например, на каждой итерации передавать между двумя серверами по интернету такую матрицу сильно не бесплатно. Будет работать очень долго. Как эффективно распределить Глове? Модуль. Да. В общем случае сделать эффективный параллельный Глове проще всего, эффективнее всего, именно распиливая по координатам. То есть первые там 25 чиселок из 100 в каждом векторе на одном процессе, вторые 25 на другом, и так 4 процесса, например. Но если вы на одной локальной машине, есть еще и некоторый чит. На локальной машине вы можете делать дата-параллелизм почти такой же эффективный, как модуль параллелизм, но проще по коду. За счет чего? За счет того, что вы будете использовать, например, не процессы, а потоки. Почему выгоднее потоки? Да, потому что у вас параметры будут в общей памяти. Но поскольку в питоне потоки говно, потерпят просто чуть. Поскольку в питоне потоки глобально друг друга блокируют, есть один трюк, скажем так, кликбейт на one simple trick для того, чтобы заставить несколько процессов в питоне иметь как бы некоторые общие хранилища, где хранится что-то, что они могут вместе обновлять. Это shared memory. Shared memory – это конкретно как бы для локальной машины, то есть для одного сервера, способ организовать кусок памяти, в который процессы могут смотреть вместе, несколько процессов. Как такой штукой пользоваться? Вы сначала здесь есть некоторая магия MP-array, а не NP-array, мультипроцессинг, оно выделяет какой-то массив байт, а потом я здесь для вашего удобства создал numpy-ный массив поверх этого массива байт. И вот эта вот функция, что она вам делает? Она вам дает массив, который ведет себя как numpy-ный и крякает как numpy-ный, но вот этот shared массив, если вы теперь его передадите в разные процессы, и они будут его изменять, он будет глобальный на все процессы. То есть вы можете в одном процессе что-то считать, в одном процессе что-то записать, а в другом считается уже записано. Давайте посмотрим, как это работает. Что? По умолчанию он не лочится, log false, или лочится, если вы об этом сказали. Что? Как попало, без гарантий. Если два процесса одновременно пишут в одну и ту же ячейку памяти, то получится хрен знает что. Гарантировать надо код писать особенный. Или просто мириться с тем, что если у вас какой-нибудь SGD очередной раз вы пропустите, какая нахрен разница. Так вот, давайте посмотрим, как работает shared массив. Вот вы его создали, а вот не shared массив, так сказать, другой порошок. Есть два процесса. Процесс А что-то пишет в массив, он спит, а потом пишет. Процесс Б сначала читает из массива до того, как этот проснулся, потом читает из массива после того, как это уже записал. Давайте посмотрим, что он считает. Он читает из двух массивов. Из другого порошка и из shared массива. Как вы думаете, почему он ничего не написал? Почему мы не дождались результата? Не поджойнили. Какой ужас. Давайте джойнить. Теперь не ужас. Смотрите, normal массив, в нем лежит, на самом деле я его обновил еще с прошлого раза, давайте я запущу на чистую. В normal массиве по умолчанию лежит единица. Когда процесс А в него чего-то пишет, процесс А, видите, вот этот А двоеточие, в нем в нормале видит что-то, что он написал. А процесс Б не видит. Почему? Потому что массив локальный, когда вы в разных процессах в него смотрите, он у вас как бы свою версию создает в каждом массиве. Такая мультивселенная.
А shared массив, shared array, он как устроен? Если вы в процессе А в него что-то записали, то другой процесс тут же это видит. Как вы думаете, как вот теперь у вас есть shared массивы, давайте спланируем, как мы будем распараллеливать обучение голове. Для чего могут вам пригодиться shared массивы? Если у нас есть какая-то огромная матрица, просто чего-то много, чтобы часто не копировать, то можно просто это единственное сохранить. Да, вот буквально у вас есть матрица весов, это ваша единственная огромная матрица параметров. Окей, еще вектор байесов, это ваш единственный маленький вектор параметров. Вы их можете создать. Я их создаю без лока, то есть запись в этой из разных процессов, вообще говоря, опасно, не гарантирует, что у вас сохранятся оба результата. И дальше вы можете создать процесс, который, ну здесь пока что глобальный, видите, есть процесс, который считает forward pass, back градиенты и обновляет ваши веса. А можете создать два процесса, каждый из которых делает вот такое. А можете 10. Вообще говоря, как бы, ну, мы с вами написали такой параметр сервер на минималках на локальной машине. У вас есть доступ, как бы, у вас есть способ запросить конкретные эмбеддинги и способ обновить конкретные эмбеддинги. Вот этот код, он код на одном ядре, на одном процессе, в одном процессе. Чтобы у вас было несколько процессов, можете сделать так, чтобы несколько процессов, каждый процесс делал вот более-менее вот это. Есть только один вопрос. Как вы думаете, если мы сделаем вот такое на одном процессе versus на нескольких, я утверждаю, что такой код на нескольких процессах, он будет работать не совсем так же математически, как на одном процессе. Даже если вы batch size сделаете так, чтобы суммарный был равен. Почему? Да, это асинхронный код. Где здесь асинхронность? Что может быть, какие вещи могут асинхронно быть не совсем корректными? Посчитание эмбеддингов и их применения, этих градиентов и их применения. Когда вы насчитали эмбеддинги, loss и градиенты, вы их насчитали с одной версией весов, а когда вы их обновляете, к этому моменту здесь эмбеддинги могли уже поменяться. Почему они могли поменяться? Кто-то другой поменял, пока... Кто-то другой успел раньше. Теперь фокус. Смотрите. У вас есть выбор из двух вариантов. Вы можете здесь сказать лог. Если вы сделаете лог, то, по крайней мере, записи будут не перезатираться. А можете сделать один глобальный лог, mp-лог, который гарантирует, что у вас вот это все выполняется под локом. А как смысл? вы думаете? Типа, такое решение будет корректное. Плюс его понятно. А в чем его минусы? Ну, если вся нагрузка будет считаться под локом, то будет равно синхронному. Да, вы только что придумали практически джин. Теперь, собственно, компромисс. Смотрите, можно делать все идеально корректно и очень медленно, можно делать все не совсем корректно. То есть записи здесь сказать log true, а можно даже здесь запись сказать log false. Есть ли хотя бы какие-то преимущества того, чтобы говорить log false здесь? Да. Смотрите, когда вы обучаете конкретно, вот какой из этих методов работает лучше, уже зависит от модели. Ну, как и дата parallel model parallel. Когда вы учите, например, word embedding или SVD, каждый шаг SGD у вас обновляет небольшой кусок параметров. И поэтому, если у вас два процесса делают вот этот код для разных батчей, скорее всего, они друг с другом не пересекутся. Потому что один обновляет одни слова, а другой другие слова. А теперь знатоки внимания вопроса. Можете ли вы привести пример модели, для которой это неверно, для которой будут всегда пересекаться вот такие апдейты? Сверточная сеть? Да, например, сверточная нейронка или более-менее любая мейнстрим нейронка. Итого вот это решение работает для спарс-моделей типа Word2Vec, не работает для плотных типа нейронок. Ну, а вам предстоит таки написать либо это решение, либо с локами, либо без локов, либо модуль параллелизм, разрезать вектора на кусочки, и уже без shared memory. За модуль параллелизм, ну, давайте так, я не гарантирую, мы потом объявим отдельно, будут ли бонусные баллы, но точно будет почет и уважение. В смысле, что прям это челлендж для тех, кто
уже знает, как процессы работают и хочет чего-нибудь нетривиального. А эта домашка тоже будет выдана через 2 недели после обещания? Эта домашка перед вами сейчас. Ее прям текст перед вами. То есть вот текст есть. Если вы не таскиваете на PS через 2 недели, ну, давайте так, вы видите ее текст. Вы можете ее сейчас начать делать. Ее текст не поменяется. В смысле, условия. Вторая задача у вас здесь – это еще сделать так, чтобы вы при этом корректно рисовали кривую обучения. Давайте подумаем, кто вообще в такой схеме будет рисовать кривую обучения. Один единственный главный процесс. Вариант первый – главный процесс. Вариант второй – один из воркеров. Вариант третий – да, выделенный еще один процесс. Все варианты работают, лишь бы правильно закодить. Что вам больше нравится, лишь бы корректно работало. Программа максимум сделать так, чтобы ваш код работал корректно, давал ускорение там, где у вас есть больше одного ядра, например, на вашем ноутбуке, а еще лучше сервере RSHA, да? И измерить это с помощью правильно написанного логирования. Если вы такое сделаете, то вы уже достаточно много знаете о процессах, чтобы через неделю научиться писать распределенный мульти-ГПУ код на торче, который эффективно обучает нейронки. Что, собственно, у нас будет дальше? Хотите ли вы что-то спросить про параллелизм здесь? У вас какие-то вопросы? Есть вопрос. Ладно, давай Zoom первый. Извини, что я тебя подряд. Вот, смотрите, у нас чуть выше был код для shared и обычного массива, где нам пришлось вызвать join, чтобы у нас хотя бы что-то залогировалось. Верно. Вот. До этого у нас был код с очередью, в которой как раз вот я жаловался на то, что у нас джойнов нет, а мы просто вызвали старт, и у нас, в принципе, все залогировалось. Почему в этом случае у нас без джойнов ничего не залогировалось, а там без джойнов залогировалось? Смотри, join не join логируется то, что успело насчитаться за время, когда ячейка выполнялась, когда она тебе не передала обратное управление. Именно сама ячейка, да, то есть должна выполняться. Да. То есть... Там QGet ждет, пока очередь заполнится, поэтому он пишет все, что происходит, пока очередь не заполнилась. То есть на самом деле у нас куда-то этот логи они записались, просто так как у нас ячейка выполнилась быстрее, чем программа, то... Да. Она записалась в никуда, короче, в пустоту. Понял, спасибо. Да. У тебя вопрос был? Да, там, короче, вот я до этого использовал библиотеку JobLib Parallel. Я правильно понимаю, что это просто аналог этой библиотеки Multiprocessing? Это не совсем правда. JobLib Parallel – это аналог мапа в мультипроцессинг. Это вот аналог мультипроцессинг пула. То есть, наверное, функция. Да. JobLib. Здесь, кстати, даже есть реклама этой библиотеки. Вот она. JobLib – это библиотека, которая позволяет вам делать параллельный препроцессинг, например, эффективно. Эффективно в смысле удобно по коду. И если вы занимаетесь типа дата-сатанизмом, в 10 случаях из 10 ровно это вам и нужно сделать. Потому что параллелизм внутри модели за вас написали те люди, которые ходили на наш курс. Если вы хотите написать что-то более серьезное, мультипроцессинг – это библиотека, которая более широкая. Она не только мап умеет, она что угодно умеет. Как вы, собственно, будете писать в этой домашке, то, что вы напишете здесь, более сложное, чем JobLib может сам по себе без дополнительной помощи. JobLib – это штука, которая может оборачивать мультипроцессинг или трейдинг, или еще одну штуку. То есть она может по вашему выбору оборачиваться вокруг того или другого. Как это делается, ссылка, там прям туториал есть. Ёж, прости, пожалуйста, можно вопрос? Вот по поводу JobLib. Какие конкретно таски ты предлагаешь параллелить JobLib, чтобы это было эффективно? Просто вот мы на работе поняли, что там лучше использовать библиотечки типа там Polaris, который на ржавом написан, или там надстройки над Pandas, и это все будет гораздо быстрее, чем JobLib. То есть JobLib, он просто вот неэффективен уже сейчас. Ребят, смотрите, давайте просто переведу на человеческий. На ржавом это на Rust ты имеешь в виду? Да. Смотрите, JobLib – это библиотека для того, чтобы делать мап на нескольких процессах. Если за тебя параллелизм уже написали где-то внутри в процессе, то есть, например, если твоя операция изначально написана параллельно, тебе не нужен JobLib.
Более того, тебе намного эффективнее, если там внутри распараллелено сознанием операции, чем если вы пишете общее распараллеливание на питоне и еще общаетесь, чем попало. А специфичный код обычно работает быстрее, чем общий. Когда используют JobLib, когда вы пишете кастомный препроцессинг, map, например, там файлы читаете, делаете какой-то нетривиальный препроцессинг, для которого не написан готовый параллелизм на ржавом. Вот тогда используйте. Например, если вы вот, как мы здесь делаем, NLTK параллельно токенизируете, NLTK токенайзер по умолчанию не умеет в ржавый. Хотя вы можете написать, как бы, JobLib – это для тех, кто не хочет париться, хочет сделать за 5 строк, чтобы работало эффективно. И последнее условие. Map должен работать так. Долго считаешь, быстро передаешь. То есть, как бы, плохо работает, когда вы считаете 1 миллисекунду, а потом передаете гигабайт. Хорошо работает, когда вы считаете очень долго, а потом передаете что-то маленькое. Допустим, читаете много файлов, обрабатываете какие-то статистики, а потом считаете, на выходе вы даете какой-нибудь один словарик статистик. Ответил на вопрос? Да, все понятно, спасибо. Я вам в конце еще покажу дурку. Как бы, первое, семинар закончился, ваша душа свободна, вы вообще можете спокойно идти за кофе, вы ничего не потеряете ни в домашке, ни глобально. Я вам сейчас покажу некоторую дурку, которая прикольная, но совершенно не обязательная. Смотрите, JobLib в питоне и вообще мультипроцессинг в питоне, как бы у него есть довольно большой оверхед. Что pipe и что Q, один раз даже записать что-то в Q и прочитать, стоит на порядок больше, чем сложить 2 числа. И если вы, например, напишите какой-нибудь параллельный алгоритм Dijkstra, параллельный вообще алгоритм Dijkstra, на таком мультипроцессинге он будет работать дольше, чем на одном ядре, скорее всего. Но если вы не будете сильно упарываться про эффективность, как чамкать задачи. А на тредах, то есть на плюсах вы бы это написали на тредах, где у вас общая память. На питоне на тредах нельзя, потому что джил. Но есть способ, как на питоне писать код, который будет работать параллельно и при этом на тредах без джила. Фокус в том, что писать не на питоне. И это не издевка. Цитон для умных людей я нумбу покажу. Лучше из питона запустить программу на питоне, но не совсем. Смотрите. Давайте я вам покажу какую-нибудь функцию. Дорогую тяжелую функцию. Господи, какие есть тяжелые функции? For i in range 10. Окей, for i in range. Господи, n. Сейчас. Не хочу. В смысле, она быстро растущая, не значит, что она тяжелая. Она хорошо рекурсивная. Давайте что-нибудь сначала посчитаю, а потом что-нибудь просуммирую. Или даже на пайвый массив создам, не знаю, randen n, а потом, не знаю, s равно нулю, s плюс равно, не знаю, a и p. Return. Да, например. Вот, давайте ее посчитаю, посмотрю, сколько это занимает, а потом напишу на нумбе. Так, собственно, фу от... Да, спасибо. Мозг не работает. Окей, но это прекрасно. Рандом. Совершенно прекрасно. Давайте попробуем побольше. Еще больше. Блин, да. Молодец. Еще больше. Это линейный счет расти. Вот более-менее же линейный рост. Линейный рост. 2 секунды. А теперь давайте ее ускорим. Сначала просто ускорим тем, что мы ее скомпилируем в плюсы. Ну, не в плюсы, точнее, в бинарик. Если не ошибаюсь, в байткод. NumBudget. Оборачивайте функцию. И после этого сейчас будет некоторая магия. Смотрите, первый раз она будет считаться очень долго, потому что он ее компилирует. Даже еще дольше, чем раньше. Но второй и все последующие разы оно будет работать существенно быстрее. Почему? Потому что вот эта штука, она оптимизировалась. Она теперь не в питоне, она теперь в, считайте, что в скомпилированном коде. Как будто не будет прикомпилировать, то есть я могу там убрать нолик, чтобы 20 секунд, вот оно ее, или добавить нолик. Она один раз ее компилирует, потом работает.
Это не может быть произвольная функция. Нельзя посередине в интернет идти, например, или файл открывать. Эта функция должна быть именно каким-то алгоритмом с NumPy и с каким-то еще с набором поддерживаемых библиотек, там math, например, можно использовать, но без, например, смотрения файла или без там произвольных принятых классов посередине. Как? Этот код выполняется уже вот в скомпилированном, оптимизированном виде. И теперь в ней есть фокус. Смотрите, у NumBJIT есть два флага. Два флага. Блин, где мои два флага? Черт. Два флага. Там типы можно указать. Вот, есть NoPython, это гарантия, что он выполняется не в питоне. Короче, если вы говорите NoPython, это отпускает JIT. Такие функции вы можете параллелить по потокам. А еще у нее есть другая офигенная функция. Чтобы ее продемонстрировать, давайте я сейчас напишу хорошо параллелизируемый алгоритм. Пам-пам. Я перепишу свой код. Каким образом? У меня будет np sum a, а перед этим я от a вычту какую-нибудь тяжелую функцию. Скажу, например, что a итей равно, допустим, np cos, np sin, np exp, a итей. Это я типа выеживаюсь. И для полного счастья еще for и in range 5. Короче, вообще. Давайте проверим, сколько это будет считаться сейчас. Ох, сатану призвал, да? Да. Ну, и как бы, вот, да. Нормально, работает. Надеюсь. Работает. Это уже с Numba. Почему у нас там и там, и там? Она пока не параллельная. Давайте сначала без Numba проверим, сколько это будет занимать вообще. Поправь индекс. А где индекс плохой? Там индекс одинаковый. Ой, прекрасно, да, я молодец. Я большой молодец, спасибо, что заметили. Так, померим это. Это пока что работает в питоне. Оно видно. Он просто переводит, допустим, еще оптимизации всякие, типа VX-инструкции делает? Он умеет в некоторые оптимизации, но не все. Там constant folding, например, умеет. Читайте инструкцию, а пока что дефолтный код вот такой работает 23 секунды. Теперь Numba. Просто Numba, пока что просто сама по себе. Numba, поехала. Ну и уже полсекунды это еще компилировалось, а как бы... Ну вот устойчиво примерно полсекунды. А теперь еще фокус. Смотрите, у Numba есть такой флаг, кажется, что есть Numba P... Окей, Numba JIT parallel равно true. Тут можно пометить, что, например, вот этот цикл нужно делать параллельно. Numba P... P-range. P-range – это цикл, который внутри распараллелится. Там есть какой-то эвристика, которая сама это подбирает, но не верьте этой штуке, она иногда может ложиться. Я не знаю, сколько это в коллабе будет ускоряться, может, не насколько. Первый раз она вообще медленнее считается. Нет, ускорилось. Все-таки, смотрите, что здесь произошло. Два треда в одном процессе, то есть как бы два гипертрейдинговых, две очереди. Numba уже может нормально забить эти очереди, в итоге вы упираетесь, ну типа, вы эффективно используете то, что у вас гипертрейдер. Ускорение бесплатное, параллельное на Numba. Подробно читайте, буквально загуглите слово Numba, вам все скажут. Ну, Numba Python. Это не поднимает JIT. Что не поднимает? JIT. И если вы пишете, то есть как бы это хорошо работает для всяких там условных алгоритмов DXTR или каких-нибудь других сложных алгоритмов, которые не просто map, которые не разбиваются на большие чанки, и которые вы при этом не хотите переписывать на плюсы или на цетон. Всем рекомендую, по крайней мере, поиграться. Минус, очевидно, в том, что если вы пишете здесь какой-то сложный код, допустим, со словарями или с чем-нибудь таким, то иногда может быть сложно его убедить, что он корректно работает. А еще фокус. Numba, она как бы, ну, смотрите, как вы думаете, представьте себе Numba как штука, которая переписывает ваш код, ну, как будто бы на плюсах. Есть ли какая-то разница между интами в питоне и интами в плюсах?
Ограниченность. Да. Int в питоне не Вот ограничен. если вы пишете код на питоне и оборачиваете его нумбой, то там инты как в плюсах, а не как в питоне. Ну, скорее, как в NumPy же. Да, именно как в NumPy. То есть они там и яешные. И то же самое касается флотов. То есть там нет этой бесконечной точности. Из-за этого у вас могут быть overflow. Короче, надо начинать вспоминать, какие там типы данных. В питоне бесконечная точность? В питоне бесконечный range, бесконечное все по умолчанию. Давайте фокус покажу. Я думал, в питоне флот 32 по умолчанию, и все, дальше никуда. Не, это понятно. Нет. Интов тебе, во-первых, хватит. Флоты там тоже бывают. Короче, вот это, ну, как бы, это сам понимаешь, что уже не флот 64, это побольше. Да. Да, давай засунем это в МП. Вот как бы, типа, даже это сократилось. Не, флоты там Ну, для флота это мало. Флот там может очень... Инты питонящие произвольной длины. А при конверсии в нумбу будут, ну, той длины, которая есть. Питон decimal произвольной длины? Чтоб я знал. Боюсь, что это проще гуглить документацию. Но, короче, если вы скажете вот такое, например, то, скорее всего, нумба либо неправильно это посчитает, либо обругает вас матом. Запустим. О, отлично, Нумба это проверила. Нумба сказала, что, чувак, ты ёбнулся. Сейчас. Ну, это просто варник, можно забить. Он крутится, это самое ужасное. А он вам сказал... А еще варник такой, который, значит, создается ощущение, что все хорошо. Непонятно, в чем беда. Блин. Вот что он сказал. Он сказал вот что. Оно compiled in object mode, потому что у него не получилось, значит, соскомпилироваться на чистых плюсах. А почему не получилось? Потому что, блин, value is too large. Причем это warning, а не exception. Да, и заметьте, оно считается медленно. Оно очень медленное, потому что оно на питоне считается. Оно куски, которые не смогло целиком скомпилировать, оно будет читать на питоне. А можно сказать no Python true, и тогда оно упадет. Пока вы это не почините. Мораль сей басни такова. Теперь у вас есть процессы, треды, которые как процессы, но с джилом, и еще нумба. Просто теперь вы, наверное, знаете, что из этого инструмента когда использовать. Точнее, пока не знаете, но узнаете в процессе практики. Правда, если нумба не смогла скомпилировать, то она считается не хуже, чем просто питон. Ну, типа, можно не убирать нумбу. Это исключение. Но, как правило, да. Ну, а еще нумба нативно совместима с NumPy. А еще нумба в GPU умеет. Смотрите, там внутри есть такой. Не уверен, но ты можешь написать свой парсер XML на нумбе. Это будет довольно искусственный парсер. Так, ребят, я не знаю, что ли до вас это, но семинар закончился. Всем большое спасибо, что вы все еще живы. Если нет, то вы все равно слышите. Да, через неделю поговорим о уже нейронках, предметно о том, как учить все эти берты, шмерты, диффузии на хотя бы сервере шада и на датасфере эффективно.